Уважаемые, добрый вечер. Всем здравствуйте. У нас сегодня вечерний стримчанский. Через пару часов зосы подрубают трансляцию, на которой расскажут подробности. Дориан, привет. На которой расскажут подробности, связанные с главой Высокий остров, покажут какой-то синематик, а также расскажут, в чем же будет заключаться суть новой карточной игры, которая будет фишкой этой главы, как спутники в Блэквуде. Вот. Расскажут, покажут, что да как. Вот, будем сидеть, смотреть трансляцию, ждать. Так что поглядим. Поглядим, что да как. Поговаривают, там можно будет музло свое ставить в меню игры. Окей. Чё бы нет. Музло это хорошо. Музло мы любим. Спаркл, привет. Албат, привет. Вот, мы до 22 с копейками, до 50, наверное, сидим на всех трех платформах. Потом я отключаюсь от Трова и продолжаю трансляцию на Ютубе и Твиче, где мы, собственно, посмотрим, что-то, может быть, обсудим, какие-то моменты. Вот, на следующей неделе, в понедельник, скорее всего, собственно, как и всегда, нам подрубят ПТС. Уже с новой главой. Слили список. Не надо спойлеров. Давай дождемся. Давай без спойлеров, реально. Мы и так все посмотрим, правильно? Поэтому... Давай дождемся. Посмотрим. Обсудим. Вот. И в понедельник уже тогда... Я слышу. Я слышу, но не вижу. Где? О, вижу. Албат, спасибо большое. Ни хрена себе. 2 яйца. Сюда. Спасибо. Вот. Посмотрим новую локацию ее, как-то всю эту пощупаем. Естественно, без спойлеров в плане сюжета. Сюжет мы не будем проходить ни в коем случае, никакие задания мы трогать не будем. Так, посмотрим какие-то, может быть, сувенирчики, стили посмотрим, сеты, мифики. Естественно, попробуем пощупать карточную игру. Я не знаю, как это будет работать. Может быть, кто-то из подписчиков... зайдем на ПТСину и, в общем, шуршим, посмотрим, что как. Дед, ты жук, взял и триггернул Прайда своим СО+, он давай мне впаривать эту дичь. А почему я жук? А что? С каким СО+? Я там выкатил мимас, типа, это СО+. А это не оно, это бесплатный период, это не то. Это не то. Что это за такой красивый мотив? Что-то знакомое. Это стиль служителя Меридии. Осталось заработать 499 тысяч яйцовых очков в новом ивенте на Трова. Вау. Мора не была бесплатной? Мора была бесплатной. Ее сделали бесплатной для всех. Сейчас. Но хранителя не дали. Хранителя надо покупать отдельно. А в Роденфелл дали. Вот. Единственный нюанс, ребят, я не знаю, как это? Как относится к политике просмотра Twitch? Нет, не так. То, что на Твиче можно смотреть чужие трансляции, заглядывать, это да. На Ютубе вроде бы как. Можно что-то смотреть стороннее, комментировать и так далее, но при этом должно быть окошко, поэтому вероятнее всего
вероятнее всего, мы трансляцию, так как у меня будет и YouTube, и Twitch подключен, будем смотреть вот в таком формате. То есть у нас трансляция будет в небольшом окошке, я надеюсь, никто не опечалится. Ну, типа, я вот так могу сделать, там, допустим. По правилам Ютуба, там, какая-то часть экрана моей ебучкой должна быть занята. Типа, чтобы это не считалось воровством контента. Что-то такое. Надеюсь, никто не расстроится. Вроде бы и так все видно. Вот. А всем остальным не забывайте подписываться на YouTube, на Twitch, на ОСТРОВА. Всем спасибо. На фоне из Киберпука играет тема. Да. Субтитры трансляции будут? Нет, конечно. Будешь переводить? Ну, как буду переводить? My English is very super good. Вы все и так об этом знаете, поэтому какой переводить? Могу перевести максимум «Hi, Марк», и я скажу, что «Привет, Марк». Это все, что я знаю. Будем интуитивно переводить. Я переведу самое важное, если шо. Во, спасибо большое. Так что через пару часиков приступаем к просмотру. Значит, напоминаю, что трансляция основная, как шоу имеется в виду, будет идти в районе 45 минут. Ну, там все будет вылизано, красиво, все дела. Вот. А потом у нас будет после этого дополнительная трансляция в течение, наверное, часа. В течение часа нам будут показывать непосредственно геймплей Tales of Tribute. Я даже не знаю, как правильно. Я ударение вообще правильно ставлю или нет. В общем, карточные игры. Я очень надеюсь, что будет действительно интересно. И это будет дополнительная залипалка в игре, помимо триалов, данжей и крафтовых деликов каких-нибудь. Я надеюсь, что это будет действительно как-то интересно. Во всяком случае, я в свое время играл в картонки. Я играл в Hearthstone. Я играл в Hearthstone довольно долгое время. И как бы в целом система ККИ, если это она мне в целом и общем знакома. Так что посмотрим, что будет здесь. Будет ли это залипательно? Мамкин лингвист. Yes, of course. Это... London in the capital of Great Britain. Данкишон, гутен нахт. Все. Все, что я помню. Выходит новая глава, делают упор на стаминщиков, смотрим, как горит пердак 70% коммунити ТЕСО. Оу, щет. Не, я бы расстроился. Я вообще в целом стаминщиков не люблю. Я их люблю максимум бафать. Но вот, если они сделают, блин, прям упор конкретный на стаминщиков, алло. Алло. Дайте нам уже новые механики в шмотках и в мификах. Что-то, черт возьми, такое, чего еще вообще не было. Что-то вот из ряда вон. Не надо нам делать сеты какие-нибудь там, типа, переделанные из скиллов уже готовых. Ну, типа... как это? У нас был скилл, вот этот вот колосс, да? Нам сделали сет колосс. Ну, вот что-то такое. Ну, это ж прям... Ну, очень банально. Ну, очень поверхностно. Не знаю. Поверьте, у вас не... У вас не от этого сгорит, а от другого. Я правильно прочитал? Правильно понял?
Что там, какая-то жесть, да? Ну блин, ну вот что ты дразнишь, а? Ребят, серьезно, если кто-то уже в курсе, давайте, не палите контору и не разжигайте. 2 часа осталось. Чуть-чуть потерпите. Если надо, будет сгорим. Если тот список, что я видел, правда, то сгорят многие. Хилов из игры убирают нахрен и танков, и все. Я офую. Ой. Офую, удаляю канал и ТЕСО. К чертовой матери. Или знаешь, я вчера мне мне Спаркл подарил смену расы, и на бретонца я поменял вчера как раз. Они, знаешь, это типа, мы убираем из игры бретонцев. Завозим новые баги. Спойлер, лучники будут топ. Ясно, понятно. Буду тогда делать хила на дебафах каких-нибудь. Мне нужен хил на дебафах, к черту. Кстати, слушайте, хорошая мысль у меня тут возникла. Что-то я вот сейчас сидел. Может быть, сейчас кого-то попрошу потестировать. Я раньше, опять-таки, этим вопросом не задавался. У храмовника есть такая фича, как пассивная способность переактивации какого-то скилла из определенной ветки активирует малое колдовство на вас и на вашу группу в течение 20 секунд. Мне интересен радиус действия. Автоматически активируется на всех в плане где бы то ни было. Или у этой штуки есть радиус действия. Вот что мне интересно. Кстати, чатик, дед, подскажите, какие оболочки можно выбить просто за вет подземки? Ну, чтоб без танцев и прочего. Сейчас скажу. Очищенный служитель Меридии в глубинах Малатара. Проходишь глубины Малатара, кайфуешь. Янтарная плазма, по-моему. Нет, янтарная это, по-моему, на трифекту. Или нет? Или просто на ветеранку. В Мазатуне янтарная плазма, покоритель руин Мазатуна. Это за трифекту или просто за ветеранку? По-моему, просто за ветеранку. Воскрешенный раб вампира, завоеватель замка шипов. Висцерент Дагона, завоеватель котла. Тупо за проходку ветеранских подземелек. Мазатун трифекта все-таки, да? Ну вот воскрешенный раб вампира и висцерент Дагона 100% просто за ветеранку я не проходил на трифекту вот эту байду, поэтому это точно. Кристальный лед можно получить. Это вообще не за как это? Ее можно 25 благотворительных заказов делаешь, или 12 там, я не помню. Получаешь оболочку кристальный лед. Вот эту шлаковый район просто можно купить, я не знаю, там за 3000 рубасов. Котел несложный совсем. Остальных у меня нет. Они все, по-моему, Дебрева Тишрана, Игида Кин. Они все триальские. Покоритель владения Фолкрет. Это трифекта из... Так, я понял. Ну да. Вроде все. Так, что я хотел? Сейчас покажу. Значит, смотри. Вот. При использовании способности из ветки Ярость Рассвета вы, члены вашей группы, получаете эффект малое колдовство на 20 секунд, который увеличивает силу заклинания на 10%. То есть любой скилл юзаешь, получаешь эффект. Это я в курсе. Меня интересует вопрос дальность действия. Любое расстояние, 28 метров или меньше. Поэтому, если есть кто-то сейчас в игре, уважаемые, мне бы тупо протестировать этот вопрос. Просто посмотреть.
То есть я вот юзаю, я получаю, где это, малое колдовство. Вот у меня баф внизу висит, вот он, малое колдовство. Мне понять, расстояние здесь играет роль или не играет. Любой член группы, неважно, вроде расстояния или описание кривое. Может быть, описание кривое. Смотри. Смотри. Для примера показываю. Значит, этот, как его... Я чё вопросом задался? У нас же есть сет. Да господи, чё ж с памятью? Рассеянность, это капец какой-то. Ни хрена не помню. Авантюрист, смотри. Авантюрист. Что написано? После проведения полностью заряженной силовой атаки вы и 5 других членов вашей группы получаете эффект Великая жажда убийств, который увеличивает урон, наносимый монстрам подземелья испытаний. Тыры-пыры, тыры-пыры. Про дальность срабатывания ничего не сказано. Однако я тестировал дальность действия после проведения, радиус действия после проведения хэви-атаки. То ли 8, то ли 10 метров всего лишь. В отличие от Великой жажды убийств здесь даются, в отличие от сетов, подобных военной машине, где четко указано, что вы и ближайшие 5 членов вашей группы в пределах 28 метров от вас получаете эффект Великая жажда убийств. То же самое у нас с Аксхлилом, то же самое у нас с Йолнакрином и так далее. У авантюриста это не написано. Не указана дальность. То же самое вот и с пассивкой освещения. Мне интересно. Дальность есть вообще? Есть смысл ее с собой таскать? Может быть, там дальность метров 5? Такое уточнение должно быть в справочнике игры и в описании к эффекту по идее. Ну вот давай еще раз. Инфы никакой нет. А где посмотреть, я даже не знаю. Поэтому мне нужен, по идее, просто член группы, чтобы мы сейчас с ним вставали ну, то есть он там вот бежит на какое-нибудь максимальное расстояние, я забафуюсь и посмотрим, он получит баф или нет. Если нет, будет подходить ко мне до тех пор, потихонечку, пока не получит. Ну и, соответственно, поймем, там, 28 метров или сколько. Или меньше. Что я не знаю, где посмотреть. То есть у меня есть справочник скиллов и так далее. Вот открываем вспышку. Так, артлинк плюсик. Пригласить в группу. То есть у меня здесь просто написано, на каком уровне доступно. Дальности. F1 нажми. Нажал. Здесь этого нет. Это... Умение, наверное, надо искать, да? Ну, тут мы этого не найдем, точно. Сейчас артлинк прибежит. Мы сейчас потестируем. Привет. Стань куда-нибудь очень далеко. Начнем с самого большого расстояния вообще. Малое колдовство. Есть? Сейчас мы проверим. Я на некре хз. Я буду подходить. Смотри бафы. Получить должен малое колдовство. Ну вот смотри, вот на таком расстоянии не работает.
Опа. Минер Сорцери. Ага, есть. То есть вот на таком расстоянии. Ну, то есть, и сколько здесь это? Это как раз-таки у нас получается, наверное, метров 28. Окей. Так. Есть? Сейчас мы точно тогда посмотрим. Вот. То есть у нас получается где-то вот... Где-то вот на этом расстоянии. Вот, вот. Вот оно, расстояние, на котором можно пробафать нашу тиму. Ну, в принципе, ок. Это, наверное, есть, я так думаю, 28 метров. Спасибо. То есть вот на таком расстоянии. То есть это, наверное, у нас и есть 28 метров те самые. Ну, окей. В принципе, неплохое расстояние. То есть где-то вот так. Нормально. Это плюс-минус 15 метров, думаешь? Я думаю, больше. Ну вот смотри, у нас 18 на 12 площадь. Смотри. Вот это 18 метров, я так понимаю, да? Длинная. Вот это 18 метров. 18. 25 метров, может быть. Где-то примерно. Метров 25 у нас получается. То есть, если это 18... Может быть, 22. Ну да, чуть меньше, чем 28 тогда получается. Чуть меньше, чем 28. У нас есть что-нибудь, что я могу метнуть? Сейчас. А где эта хрень-то? Есть у меня. Штука на 28 метров. Ага. Вот, смотри. Вот там у нас 28 метров. Ну, то есть где-то примерно все-таки 20-25 метров получается. То есть вот от этой точки сюда примерно 20-25 метров. Могилы 28. Могилы 28. Ну, и эта штука-то у меня тоже 28. А пробаф у нас чуть-чуть ближе получается. Орта, привет. Ну и все тогда. Пойду за коробками, что ли. Так, что у нас вообще сегодня? Что у нас сегодня вообще там? Селена, грибной рот, каменный сад. Понятно. Так, спасибо. Так, пойду к корабейке. Никита, привет. Где у тебя камни Мундуса? Тут. Я здесь. Я тут. Я тут, вот они, в углу, спрятанные. На. Но у меня не все. Но у меня не все.
Блин, дали бы лучше ИСО плюс, черт. Бесплатный период. Ясно, понятно. Ладно. Марти, привет. Иногда, в общем, просто не хватает некоторой конкретики. Описание-то вроде бы, ну, все в порядке, все хорошо, но иногда хочется... Как это? Сухих цифр хочется иногда. Не хватает их порой. А то пишут, то в сетах, то в скиллах, там, типа, вы, члены вашей группы, получаете по жопе. Сколько раз мы получаем по жопе, с какой силой мы получаем по жопе, ну и все в таком духе. Иногда, в общем, каких-то таких вот подробностей не хватает. Не хватает. Мне нужны подробности. Приходится тестировать что-то, куда-то лезть вообще непонятно. Чё описание-то не добавить? У вас там лимит на буквы, что ли? Ну то как-то, ну, не алё. Кстати, а чего вы ждете от обновления? Что бы вам хотелось увидеть в новой главе? Ну, то есть, может быть, вы там за домами, за новыми предметами для дома, может быть, там что-то еще ждете. В общем, чего вы ждете? Сильных вардов. А, то есть изменения классовые какие-то. Окей. Нерфы, бафы. Может быть, изменение звездной нашей системы. Очки героя как-то поменять. Вардены слабые, их надо усилить. Да? Серьезно? Не понял. Новые классы. Их не будет. Их не будет. Код, я так понимаю, не позволяет. Мы обсуждали эту тему еще в прошлый раз. Им пока код их собственный не позволяет внедрить новый класс. Хз почему? То есть ДК можно выдавать одной кнопкой овер до хера ДПС, а варденам нельзя. Тогда давайте всем классам одной кнопкой овер до хера ДПС. Типа, хочу баш-билд, чтобы давал, не знаю, 50к урона тычкой. Щитовики заслужили, чтобы их признали. Как ДДхи. Перенос некоторых звезд в зеленой ветке в раздел пассивные умения. Логично. Это было бы неплохо, действительно. Может быть, даже по каким-нибудь этим гильдиям что-то раскидать.
Добавить какую-нибудь, я не знаю, гильдию рыболовов. И туда все. Ну, типа... Мифик на стамину для танка. Новые сеты для баш-билда, может быть. Да, нравится, тоже хорошая штука. Хочу, чтобы одной кнопкой ветрял проходился. Ну, родной, губу закатай. Зачем тогда играть вообще? Какой смысл? Если мы все будем проходить одной кнопкой. Новую личность Барда видел? Да, видел, кстати. Прикольная, понравилась. Сейчас я скину всю хурму. Секунду. 1 секунда. Сейчас я проверю, что у меня тут все четенько. Ничего лишнего нет. Бега не хватает, мне только показалось, у Барда. Ну, типа, ходьба есть, окей. А вот бега мне показалось... Ага, вижу. So many strangers of late. What does it... Угу. Где она там? Министрель, во, Министрель. Довольно неплохой. Вот, бездействие у него есть. Вполне стандартное, но нормально выглядит, знаешь. Ходьба. Хорошая, спокойная, статная походка такая. Окей. Ну и, собственно, всякая такая. Вроде бы неплохо, но с другой стороны, 2000 крон, когда у нас есть возможность бесплатно ввести эти эмоции, типа лютня, драм и так далее. Ну, то есть, 2000 крон, и я такой беру, типа... Вот ведь, гляди-ка, сэкономил 2000 крон. Разница в чем? А разница лишь в окраске этой самой лютни. Или там... Барабан. Анимации-то одинаковые, полностью одинаковые. Вот барабан. И здесь тоже есть барабан. Но только они окрашены все в синеватый цвет в какой-то. Дудка есть, понятно. Бездействие с дудкой, постукивание по дудке. А, бубен, бубен. Здесь ну, барабан, бубен. Барабан. Ну, как бы... Не, что-то есть, но вот... Можно же и так сделать. Вообще не хватает, наверное, каких-то все-таки... таких вот гильдий пассивных по типу гильдии бардов какой-нибудь или гильдии рыбаков в Тамриэле. Ну что-то такое. У нас же есть рыбалка, правильно? У нас есть огромнейшее количество этих достижений, огромнейшее количество достижений, связанное с рыбалкой. Торж, привет. То есть там великий рыболов тьму таракани какой-нибудь. У нас же этого всего дофига. У нас есть звезды, связанные с рыбалкой. Ну так, что бы нам не сделать какую-нибудь? Типа
Гильдию рыбаков. Гильдию министрелей, бардов. Тем более, коллегия бардов у нас и так в Скайриме уже есть. Ну, сделайте ее как бы полноценной гильдией или типа того. Я бы хотел на дозорных Стендара посмотреть. Я очень надеюсь, что их все-таки когда-нибудь введут. Было бы очень неплохо. Это электролютня Рок 20. Больше слотов для звезд. Как вариант. Ну, ничего, ребят, осталось совсем чуть-чуть. Тут суть осталось. И посмотрим. Поставь рядом с этой личностью зверя, зомбака и пьяницу. Слишком простая личность. Этот еще неплох. Шут, личность шута тоже неплоха. Со всякими там фитюльками. А тут 2000 крон. За байду, который и так в целом пассивно есть. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Так, ну что, погнали сгорим, что ли? Может быть, быстренько. Быстренько сгорим. Сейчас всю хрень продам лишнюю. Ага, так, там, по-моему, мне попить надо 3 раза, да? 3 раза попить. Ща попьем. Ща попьем. Нужна личность рыбака Бейлина. Утречка, отличный денек для рыбалки. Хы-ха, кто в курсе? Я не в курсе. Это кто? Я не шарю. Так, 10 скелетов. 10 скелетов. Скелеты я вроде знаю, у нас где-то... Где-то у нас тусуются скелеты. В большом количестве. А, сегодня же грибной рот из Селена. Ну, то я не знаю, что сегодня вообще может пойти не так в грибном роте и Селене. Ну, разве что какие-то уникумы будут... Не знаю. Так, я хочу вообще себе билд по хила переделать, я так подумал. Нахрен этого натиска? Я хочу взять себе сумеречное лекарство. И все. Как рандомы со мной, так и я с ними. Что у меня там вообще по сумеречному лекарству есть? Посох восстановления есть. Ну и все. Рестопалка на восстановление есть, бишка есть. СПК через тело, это хрень через бэкбар с раздачей. И все. И все. В любимый Локи для нуба Кача тусят скелеты. В Скайриче, что ли? Я знаю, скелетов много в Стоунфолл... Не Стоунфоллс. Дэшан. Вот здесь вот. Забытые крипты. Там много скелетов. И призраки там, по-моему, тоже тусуются. Кстати, точно, в грибном роте челы на ласте, как и в селении, могут отъезжать. Окей. Давай. Так, подожди. А могу ли я... А, нагрудника нет. Все, я понял.
Блин, идти фармить, впасть. Не хочу. Я, наверное, скрафчу себе. Хотя в идеале, конечно, сумеречное лекарство через тело сделать. Пробавчик на малую силу. Исцеление пассивное дополнительное в течение 15 секунд. Хорошее такое. Для дуриков в рандоме самое то. Прям самое то. Ладно, пойду танчить. Паутина Селены. I understand your concerns, but think of the potential rewards. Душный дед в данже. Уважаемые, либо ливайте, либо бегом за мной. Я что, промахнулся, что ли? Акела промахнулся. Я билд не сменил! Черт! Черт, черт, черт! Стой, 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 стой! Мне билд сменить надо! Окей. А звезды-то я хоть не менял, нет? Нормально. Столько урона сюда. Дед снова руинить начинает. Нефига было выпендриваться. Need swap build, и пусть весь мир подождет. Вовушка. Да вашу ж. Ну и чего? Эу! Котики. Wake up. Longclaw's daughters are not gone. Celine blessed them with her gift, the gift of spirit life. Ой, хил у нас с Аларимой. Аларима и... И башка на 215 у хила. Окей.
Так, у хила живое пламя, а Ларим еще какая-то хрень. У Дедехи тоже Аларима. Судя по всему. Держу в курсе. Хороший урон. Опа, лучник. Лучник! Deal with them. I'm nearly finished. Yes, mistress. Хочу новые механики для классов. Какие-нибудь интересные. Наоборот, убирают. Оставшиеся бы не убрали. Хил храмовник. Celine destroys. Celine will rule all. Хил храмовник. А я не вижу, чтобы он на 10% бафал. Родной. А где здесь процентов-то? Ты ж храмовник, ты ж могёшь. В чем проблема-то? У тебя на подхил, у тебя... Ёлки-палки. Ты очищающий свет можешь бах. Ты можешь блистательную славу активировать, как на добивание, так и просто на активацию 10%. Чё ты? Как бы это и тебе полезно. И саппортицам не помешает. У чем проблемес?
как бы... Как бы башка Ларима хрен с тобой. Look what they've done to our home. Rip them apart. Мысли, я же блоки У меня блок залагал, лол, я мог сейчас ваншотку выхватить. Стою, кнопку блока не отпускаю, а у меня посох не поднял. Вот сейчас бы я в селение бы отъехал. Вот это был бы номер. У меня, видимо, после этой анимации то ли залагало что-то, то ли хз. Нормально. Дед не пьет свои таблетки. Отъезжает в селение. Ясно, понятно. Не, ну сегодня данжи такие. Проще не бывает. Или есть что-то проще? Нет, наверное, проще нет. Хотел сказать, крепость лютых морозов очень простой данж, а потом такой, не, нифига. Нифига, челы умеют делать контент. Опа, так, вижу червя, вижу СПК, сюда, классический. Классический. Так, что у него там еще? Чел пишет, best dungeon ever. Есть такое. Ага, мастерская палка, СПК, червяк. Чё по монстр-сету хз? Если сейчас прокнет шапка, значит шапка. Если... Пока не прокает. Ага, Иркуган.
Господи! Ну неужели других наборов нет? Ёлки-палки! Ну это ж, ну блин! Ну это же как эбонитовый арсенал. Ну ты посмотри. Прям чистейшая такая, знаешь, олдскульная классика, которая нахер не нужна, по большому-то счету. Полый клык, СПК, Ракугамс. Ну, мастерская палка, окей. Допустим. Привет, ТСО сейчас раздаю бесплатно на 2 недели. Да. До 26 числа. В ТСОху можно поиграть бесплатно. Как бы в целом и общем вопросов к мастерской палке не имею. Как и не имею вопросов к СПК. Но Ракугамс... Не, может быть у человека просто, с другой стороны, если так подумать, может быть у него просто нет других вариантов. Просто-напросто. У него нет каких-то дополнений. И он взял все. Сейчас напишу что-то. Все из общедоступного просто тяпнул. Слушай, а разрушитель мертвых земель сработает от удара щитом скилл? Да. Скилл является прерывающим ударом, поэтому работает. Проверено. Единственный нюанс как раз вот со скиллом и... с разрушителем мертвых земель иногда происходит какая-то задержка, и, то есть, спамить нон-стопом иногда не получается. Йоу, додики, ХМ. ХМ, лол, вайп. Господи. Сюда! 1600 ЧП, сюда! Отъезжающие ДДшники. Сюда! Genius! Ну что такое? Ну что такое? Ну... В общем, задержка некоторая происходит. Но в целом не критично. Wake up, son. Чё разлегся? Хил, иди поднимай, что ли. Ну-ка, стою в ауехе, отъеду? Не отъехал. Это на меня хил-щиток накинул, я даже не почувствовал. Да ладно, хил-тайминги со щитами чекает? Быть не может. Да ладно, это хил на меня щит накинул сейчас, когда я урон получал. А, это я на себя щит накинул, когда урон получал. Блядь, серьезно? Ё-моё, челы, 1600, 1200, грибной рот первый, от ауехи, отъехали, 2 ДД. Звучит как начало анекдота. Камон! Пацаны, ну как так-то? Ну не 100 ЧП. 1200, 1600.
Вроде урон приличный, в 100к вы даете. Ну, то есть, шарите. Что это? Ой. Ребята. Вы таки прям могете. Надо будет сейчас кристаллов трансмутации накопить, потому что потом будем что-нибудь делать классненькое. Вот, а по поводу этого я сейчас покажу. Смотри, сейчас увидишь. Чтоб точно. Так, уважаемые, сидящие на Ютубе, на Твиче, подписывайтесь, пожалуйста, на Трова. Если не хотите подписываться на Трова, ну хотя бы лайки накидайте. Значит, смотри. Берем башич. Вот смотри. Разрушитель мертвых земель. Тыры-пыры, тыры-пыры. Каждые 2 секунды можем долбить. Смотри, сейчас увидишь волну. Смотри. Видишь? Бьют скиллом. Оп. Срабатывает волна. Но иногда, вот видишь, я спамлю вроде бы. Но иногда заедает. Видишь вот эта вот волна? Это вот как раз сет разрушителя земель. Срабатывает. Но иногда вот из-за каких-то таймингов я не могу спамить нон-стопом, и персонаж на секунды-полторы где-то зависает. Поэтому это все работает, естественно. Поэтому урон от этой байды увеличивается. Ну, если вместе это использовать. Плюс, опять-таки, негодование увеличивает на 33% эту хрень. Можно сюда прилепить вот эту штуку, еще ответный удар, дополнительно каждые 5 секунд. Еще большое количество уронов вносить. Так что баш-билд можно сделать очень вкусным. То есть мы там, скажем, урон от прерывания, предположим, разгоняем, ну, типа 1000 до 7 с копейками. И уже получается очень-очень хорошо. Ну и заодно наши скиллы. Вот эти вот, типа. Они и так много урона наносят. Что вот этой штучкой можно спамить. Дальность 5 метров, все дела. Под непробиваемым щитом вообще классненько. Эта штука бесплатная. При этом каждый удар заряжает урон от этой способности на 33%. И еще вот эта вот фигня работает, естественно. Жду каких-нибудь новых шмоток под баш билд. Потому что я думаю, его нерфанули, понимаешь? Ну вот не просто так вот эту штуку нерфанули. Не просто так. Я почти уверен, что все-таки для этого нишевого билда завезут дополнительные плюхи какие-то. Ну, я почти в этом уверен. Что-то завезут. Жду. Прикиньте, будет мифик какой-нибудь под баш билд. Уй, ладно, все это теории, все это хрень. Здорово, дед. Здорово, Тед. Не просто так Лотосу варданов бафнули, что-то завезут на варданов, наверное, еще бафов. Больше бафов. Богу бафов, естественно. Ребята, ПТС уже в понедельник. Я, правда, не знаю во сколько. Есть вероятность, что в понедельник запустят очень поздно. В прошлый раз запустили ПТС, но, по-моему, только к 10 вечера. Если мне не изменяет память. Мы, если вы вспомните, мы сидели очень долго. То есть я стрим там начал часов в 7, и только в 10 они выложили
по-моему, в текстовом варианте, и где-то там в районе получаса мы только смогли на дополнительно, там где-то через полчаса зайти на сам ПТС. Хочу, короче, жду очень ПТС, ну ё-моё, дайте мне офигенные мифики, чтобы у меня слюни текли, чтобы я прям вообще охренел. Хочу билд под какой-нибудь мифик намутить. Чтобы была дико фановая вещь, но при этом, сука, настолько крутая и эффективная. Прям хочу. Таки прям надо. Золотистые глаза Дарлока, чёрт. Блин, вот это я понимаю. Ой, хорош. Блин, я так рад, что на бритошку вернулся. Ты посмотри на него. Посмотри, на какой он классный. Мясник из Ривервуда. Ой, этого. Из Даггерфолла. Так, что по времени? Что по времени? Ребята, чуть-чуть осталось. Все, через 40 минут я переключаюсь на Twitch и сидим, смотрим. Ловим кайфы, надеюсь. Ой, ловим, как обычно, какую-нибудь кринжатину. Без этого никак. Возможно, даже от чего-то сгораем, потому что мне в чатике уже накинули, так сказать, приколов. Где можно побольше узнать про Дарлока Брея, никто не знает. Наверное, где-то в интернете. Ляка, глаза аж светят. Я тёлочка играю, на нее еще приятней смотреть. Ну. Каждый дрочит так, как хочет. Я не знаю, что тут сказать. «40 минут. Сори. И все будет супер. Так, что я хотел? 10 предметов на столе зачарователя. У меня нет. 10 скелетов. Пойдем отпинаем. Я даже знаю где. По идее, я знаю где. До Скайрича долго топать не хочу. Буду переводить. О, еще человек собрался переводить. Супер. Ну, нам, в принципе, все подряд не надо. Достаточно вот какие-то выжимки по типу... Не знаю. Класс храмовник и расу бретонцев мы убираем из игры ТЕСО навсегда. Вот это, типа, важная информация. И, как бы... Все остальное. По типу бафов Варда. Не, ну про бафы Вардана они ничего не скажут. Это мы потом уже непосредственно на ПТСе не почитаем. Про бафы Вардана. Опа. Здорово, костлявые.
Это мы уже почитаем. Так, тут привидения. Нам нужны... Это скелет? Нет. I need скелетоська. Вижу скелетосик. Окей. Оу, щит. Давайте, дурилки, чешите отсюда. Так, я напоминаю, что на Твиче, на официальной странице ЗОСов, аккаунте ЗОСов на Твиче, когда будет трансляция, за просмотр трансляции, я не помню сколько, за полчаса, по-моему. По-моему, за полчаса просмотра трансляции вы получите коробку Робороса и пета пурпурного светлячка. Пурпурного. Держу в курсе. У меня постоянно мысли проскакивают, что когда покажут картонки, они сразу скажут, что закрытие TS Legends ржомба будет. Да, это будет... Это будет ржомба. Ну, слушайте, я бы не отказался поиграть в какие-нибудь нормальные, достойные, скажем так, ТЭСО картонки. Лишь бы это было интересно, действительно интересно. Без всякой там какой-то тупой рандомной херни. Как то, во что сейчас превратился Hearthstone, например. Если раньше в Hearthstone было интересно играть, и ты собирал там колоду какую-то, которую отыгрывал против противника, то сейчас это превратилось в чистейший рандом. Твой выигрыш вообще не зависит от скиллухи, как раньше, от твоих знаний, колоды противника и так далее. Тупо 50 на 50. Кому из вас зароляет рандомно вытащенная картонка, и у которой будет рандомно использованный скилл какой-то, эффект? В Hearthstone сейчас только это решает, я поэтому такой, понятно, спасибо, до свидания, наигрався. Чисто сраный рандомайз. Даже БГ сейчас сделали такой херней, ужас. Ну вот. Все рандом. Я не играю, наверное, в ХС с выхода БГ как раз. Потому что, ну, это вообще до свидания. Такая байда. Ну, то есть, если раньше было нормально, и ты реально мог собирать колоду, который мог биться, и... Ну, то есть, там, грубо говоря, все зависело от твоих существ, которых ты... То есть, ты играл с противником существами и какими-нибудь конкретно атакующими заклинаниями. Сейчас же, блин, Hearthstone у нас выглядит так.
Посмотри одну из рандомных карт в руке противника, ты блокируешь эту карту на ход, на следующем ходу у противника, у тебя сгорает от 1 до 5 маны на следующем ходу рандомно. Там, ты скидываешь одну из 5 карт своих случайных, противник смотрит карты всей твоей колоды, блять, если у тебя в колоде осталось, там, я не знаю, 10 карт, ты умираешь. Какое-нибудь такое говно, просто, что? Зачем? Кто в это играет? Они и Гвинт этим испортили. Ну... Я, блин, не понимаю. Там, блин, одно из дополнений было. Не дополнений, ну, обновлений, когда вышло. Там у одного класса победа заключалась в том, что ты тупо перебираешь быстро свою колоду. Все. Собираешь в руку 5 картонок определенных каких-то. Все, противник умер. Неважно, сколько у него здоровья, брони, какая-то скиллуха. Тебе достаточно просто собрать в руку 5 одинаковых картонок. Противник твой умирает сразу же, моментально. Это никак не законтрить, вообще никаким образом. От этого отыграть нельзя. Все. Найс. Или там карты, которые уничтожают карты твоего противника. Ты там типа копируешь колоду, уничтожаешь половину колоды противника, сжигаешь карты все противника. Такая срань вообще. Такой рандом. Просто жесть. А люди все еще в нее долбятся. Не нужен рандом, нужна скиллуха. Раньше решала скиллуха. Сейчас вообще ничего не решает. Хрень какая-то. А как переводится вот название игры Tales of Tribute? Как это переводится вообще? Что я чекнул в переводчике, какая-то байда непонятная. Северный Эльсве. О, кстати, если я здесь все еще. У меня здесь что-то есть. У меня тут что-то есть. Может быть, там трайбут? Я не знаю, если трайбат вообще. Трайбат. Не знаю, как правильно. Ударение там ставится, произносится это все. Я посмотрел в переводчике, это типа история Дани или что-то такое. Какой Дани? Чего? Баллада о награде, вот. Баллада о награде. Неплохо, да. Блин, как же мне нравится обновленная ТЕСО, а? Прям тащусь. Прям балдею. Надо только вот с глубиной резкости что-то придумать, чтобы она не отвлекала лишний раз. А так вообще все супер четенько. Тейл, история, рассказ, сказка. Угу.
когда у нас там еще что-то вкусное будет? Ну, разве что шут. В принципе, здесь все остальное... Ну, как бы приятненько. Вообще, в целом, месяц приятненький на награды. В целом, реально неплохой. По деньгам неплохо в этом месяце в целом и общем. Свитки опыта. Хавка, прокачка. Блин, впервые, наверное, впервые я вижу, чтобы... Нам маунта дали. Просто за вход в игру. Давали и не раз. Да? Видимо, я пропустил эти моменты. По-моему, ни разу за вход... Ну, я, во всяком случае, не помню, когда это было. Что ты с графикой сделал? Ну, было вот так. Стало вот так. Фильтры накидал всякие. Классные. Привет, у тебя же орк был. Да, был. Я наконец-то его сменял на бритоху. Сижу довольный. Давно у меня не было бритохи. Вернулся к истокам, так сказать. Вернулся к тому, с чего я начинал. Давали, не так часто дают. А что давали? Давайте так тогда. Может быть, у меня тоже что-то из этого есть? Потому что я вообще не помню. А я, считай, в ТЕСО каждый день захожу. Может быть, я пропустил это? Что я на своей памяти не помню, чтобы за вход в игру вот в виде ежедневных наград нам давали маунта какого-то. Ну, пример какой-нибудь, у кого-нибудь что-то есть? Так, Северный Эльсвюер. Верблюда. Гуара давали? Когда? Красивого хоть? Я надеюсь, что некрасивого. Как я мог Гуара пропустить? Я очень надеюсь, что давали некрасивого Гуара. Какой-нибудь он страшный, уродский, и вообще у него там одна нога и глаза нет. Потому что это прям расстройство космического масштаба. Что я просрал Гуара. Ну как так-то? Верблюд? Хрен с ним. Кстати, тоже не помню, что верблюд давали. Убогий был Гуар, мне повезло. Фу, ну все, слава, отлегло. Гуар со светящимися жабрами. А когда это было? Окей, давайте так. В каком году это было? Может быть, кто-то припомнит. Гуар со светящимися жабрами. Опа, сюда. Спасибо за подписку, вечер добрый. Он реально стрёмный. Не огонь. Может быть, я в тот период времени вообще в ТЕСО не играл? Поэтому я и не помню. Еще раз, у меня вот это основа. Наиграно у меня 144 дня. На этом персонаже. А это у меня основа. То есть даже года нет суммарно. С выходом Сомерсета? С выходом Сомерсета. О, слушай, хороший вопрос. А когда я начал играть-то вообще? Что было-то?
4 года назад. Я играл... Ух ты, подожди, хороший вопрос. Прям очень хороший вопрос. Когда я начал-то? Типа основательно прям вот так вот играл. Не было Греймура. Не было Греймура. Так? Мне сейчас Гуарыч покажет. Сейчас мне покажет Гуарыч. Подожди. Сейчас, секунду. Греймура не было точно, соответственно, и предела не было. Был ли Варденфелл с Сомерсетом? Были. Уже были Варденфелл с Сомерсетом. Не было Греймура. Ильсвейры. Не помню. Не помню, были ли Ильсвейры. Не помню. Вот же срань, а. Пропустил. Слушай, ну... Да нормальный, блин. Как я... Ну вот как так-то? Да. Сейчас мы будем тут мериться, у кого гуар больше. Я понял. У тебя до хрена офигенных гуаров, окей. Еще и Кагути. Да. Молодец. Классно. Я не завидую. Вообще не завидую. Чтобы у тебя, блин, я не знаю, колесо у него спустило. Ой, все. Все, я... Все. Бляха, Натаха, еще один. Смотри. Я не завидую. Вовсе. Я не такой. Я гуара хочу, блин. Я тут подумал, я хочу гуара либо псиджиков, либо Совенгардского. Вот они вроде классные. Они с некоторым таким золотистым свечением. Наверное, хочется какого-то из этих, потому что что-то в голову не приходит. Что-то кайфовое такое. Еще. Привет, скажи, в ТЕСО все норм, а то зайти не могу, пишет ошибки с сервером. Откуда ж я знаю, все норм или нет? Я в игре. У меня все норм. Ящики псиджиков, по идее, у нас вернутся, когда будет день рождения Сомерсета, да, или как там, годовщина Сомерсета. Наверняка тогда псиджики вернутся. Совенгардские ящики, по идее, вернутся, когда у нас будет Греймур. По идее. Днюха Греймурская, тогда вернутся эти. Малик, привет. И их, наверное, вот как раз-таки хотел бы купить. Либо одного, либо второго. Они светятся, они клевые.
Бэтник. Так, у нас осталось 20 минут, Ребзи. 20 минутов! И будем зырить. Напоминаю, зырить будем, скорее всего, вот на таком экране, потому что YouTube, возможно, не пропустит, если я буду смотреть трансляцию во весь экран. Поэтому есть вероятность, что будем... Я надеюсь, никто не расстроится. То есть там по правилам YouTube, вроде как по новым, рожа должна занимать там какую-то часть экрана, и если мы смотрим чью-то трансляцию, ну, чей-то контент, то чей-то контент должен быть что-то типа там в небольшом окошечке, что-то такое. Я не помню, если честно. Что-нибудь выпало нормально из сундуков, что откапываешь? Нет. Пока нет. Все хурма. Все хурма. About time. 10 minutes. Можешь пикселями покрыть, если нужно. Да вроде не нужно. А как смотреть-то, что я там радуюсь пикселям? Типа, или наоборот, огорчаюсь пикселям? Ну, вы прошлую трансляцию смотрели, вроде бы никаких страйков мне претензий не прилетело. Поэтому... А в прошлый раз я, по-моему, смотрел вообще на весь экран. ОСТРОВА я отключаю 100%, поэтому переползайте либо на YouTube потом, либо на Twitch. Тут уж где вам удобнее. Будем смотреть. Что там, кстати? Ага, они запустили. Они запустили! Кажись. Это официальная беседка, да? Да, официальная беседка, уже запустили... Как это? Не знаю, как это называется. В общем, предтрансляцию с какими-то вопросами, еще с какой-то байдой. В общем, уже запустили. Все, через 20 минут начнут раздавать коробки и светлячков. Светлячков. А я пока, не знаю, можем просто поболтать, я по картам пока пробегусь быстренько. Гнездо Кинарти, это у нас где? У нас здесь. Блин, еще до понедельника еще ждать. Еще только четверг. Новый формат стрима. Вебку на весь экран и ссылку на оригинал. И пусть будут только те, в теме те, кто в теме. А вам скинуть ссылку? Вы не знаете, где смотреть? Я вам скину ссылку. Это вообще не проблема. Если вы вдруг не знали, вот. Скидываю ссылку на трансляцию ЗОСов. Я думал, знают люди. Я отметочку на Ютабе делал. Так, мне куда? Подожди. Мне куда-то... Куда-то мне туда.
Вот, можете открыть параллельно и получать ящички. И мой стримчанский, если вдруг надо. В этих коробках что-то стоящее вообще есть, которые за просмотр дают? Мне ни разу ничего стоящего не упало. Только вот, считай, кристаллы эти... Ну, кристаллы. Как они там? Кронные самоцветы, вот. Пылил. Сколько бы раз я не получал эти ящики, мне ни разу, вот именно из Уробороса ничего не падало. Лично мне. Маунт и пет. Ну, видишь как. Кому-то падает. Ну, видимо, там шанс очень низкий, потому что они, не знаю, халявные. В отличие от покупных. Поэтому тут я как бы... Не знаю. Ой, блин, еще. Блин, что-то так волнительно. Хоть бы ЗОСы. Блин, я так переживаю, что ЗОСы что-нибудь запорят, а? Какую-нибудь хрень ведут, или наоборот сломают что-то, что уже работало. Очень что-то страшно немножко. Я вряд ли, конечно, из ТСО уйду, если они какую-нибудь хрень сделают, но просто сам факт. Волнительно. Там просто стрим надо включить, чтобы ящик получить, или нужно что-то нажать. Ак к Твичу подключен. Тогда ничего не надо. Дожидаешься, включаешь стрим, у тебя идет полосочка получения дропа, потом, когда у тебя 100%, жмякаешь получить сейчас, там, на окошечко жмешь, и все. В теории оттуда маунт сенч красный. Угу, видел такого. Очень редкий. Их меньше, чем маунтов за тройную ачивку в ССЕ. У меня, я, наверное, знаю, о каком ты говоришь, но у меня есть такой только не боевой питомец. Я думаю, ты вот об этом говоришь, да? Детеныш Сенча Алого Сожаления. Вот такой только верховой, правильно я понимаю? Есть какие-то еще? Есть Псиджикский, Ковенантский как раз. И вот этот. Где паучок тигельный? Блин, потерял. Где павук? Вижу. Блин, я за перемещение трачу по 500 голды примерно. Это, наверное, больше, чем я трачу за продажу предметов, которые я получаю из этих сундуков. Типа 500 голды сливаю тупо на перемещение, а из сундука выпадает какая-нибудь хрень там за 40 голды. Типа, о, ща умру. Или я до воды допрыгну. Как думаешь, допрыгну, нет? Оу, щит! Давай, 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 давай! Сюда! Думал, сдохну. Здорово, дед, чё бомбишь? Да не бомбит у меня. Чё они говорят, когда у меня, что у меня бомбит, когда не бомбит? Не бомбит у меня. У меня все ок. Поставь аддона ТП в локу через ги игроков. Не нравится он мне.
бимап этот, или как он, бим, не помню, как он там называется. Ну, чё. Ну, то есть, вот что я сейчас получил? Вот что это? Что это? Голду экономит. Вопрос, существенно ли экономит голду? Штуковина это. Один из 7К с нескольких ящиков. Вот сейчас. Так, 5 минут, ребят, еще. 5 минут и туда. Я думаю, сейчас голду поднакоплю. Кстати, там в кроном скидосы, если что. На кроны. Там до 40% что-то такое. Ну, вот 117 золота и несколько предметов синих за сколько? По 40 голды каждый. Ну, 80, да. Ну, то есть... Я этим делом максимум, может быть, одну тэпку смогу перебить. И все. Вот, поднакоплю голды, я, может быть, думаю, подземелек каких-нибудь купить интересных. Все-таки. У кого-нибудь. Типа, я кому-то голды. А у меня подземельки. Я, правда, хз, какой курс сейчас? Малабартур. Я эти карты выкидываю. А это мне дали карты за смену расы. Я подумал, ну... Чё, типа, добру пропадать? Пусть будут. Выбрасывать. Коль уж мне подарили, что их выбрасывать-то? Пипец, а не курс 2000 в среднем. То есть, это сколько у нас получается? Ляма 3, так что ли? Ну, то есть, у нас там дополнение 1500, да? Умножить на 2000. Ну, 3 ляма, да. Где-то 3 ляма. На допу. То есть я за свои 9 лямов могу купить 3 подземелья. И то, если повезет, да? А, стоп! Не 3 подземелья. У нас же дополнение. В каждом дополнении по 2. То есть 6 подземелий я могу купить. Вот, так, это уже другой разговор. Это уже другой разговор. Сколько у нас их всего осталось? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну вот, типа 6 из 18 я могу себе какие-то позволить взять. Дед, а чего у тебя нет? А у меня всего нет. У меня 18 подземелий нет. У меня есть 4 последних только.
коралловое гнездо горе корабела, оплот алый лепесток и ужасный подвал. Все остальное отсутствует напрочь. То есть я за 9 лямов, которые у меня сейчас есть, я мог бы купить 6. То есть 3 дополнения по 1,5. И то, если курс 2000. Если выше, то... Ага, понятно, денег нет. Кронстор, открой DLC. Дополнение. Они все по 1,5 стоят. Все подземельки стоят по 1,5. И в каждую входит по 2. Погоди, а здесь у нас что вообще? Котел, вил черного змея. А, да, вот. Неприобретенные. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. А, нет, стопы. Вот эти нет. Подожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 получается, да? 9 на 1,5. $13 500 мне надо. Ну, нормально. Нормально. А, ну да, правильно, 9, все правильно. 18 же подземелья, я только что подсчитал. 9 дополнений. Смысл? Выбей шмот в коллекцию, когда будет бесплатная подписка. Жду, а они, я думал, сегодня сделают бесплатную подписку, а они такие, а хрен вам, это просто бесплатный период. 2 недели играйте бесплатно. И все такие, а где ИСО плюс? А нету. Такие дела. Я так и делаю, в принципе. Я жду какого-то бесплатного режима, выбиваю себе то, что прям супер надо, и все. Так, Ребзя, 52 минуты. Давайте, я думаю, я сейчас буду потихонечку закругляться. Так. Запускаю беседку. И будем сейчас смотреть беседку, я так думаю. Потому что осталось всего 7 минут. Угу. Я думаю, угу. Угу или не угу? Так. Ага, во. Я думаю, вот так вот, если мы посмотрим, никто против не будет. Так, если я вот так сделаю. А, окей, так работает. Ну и зашибись. Все, дед, давай пока. Ой, точно, блин! Я же тровы не отрубил. А! Никто ничего не видел. Никто ничего не видел. Все, Ребзи, отрубаю трова, дуйте на Twitch, на YouTube. Сейчас бы по жопе получил. Вот, на YouTube, на Twitch. И все такое. Так, трова отрубаю. Все, Ребзи, давайте. Все, кто на YouTube и Твиче, мы не прощаемся. Окей? Окей. У нас все еще трансляция на Ютубе и Твиче идет. Идет? Идет. Хорошо. Никогда так еще не делал. Но... Спаркл, привет.
Знаю, чего жду больше всего. АП перекачки сорки, чтобы перекачку можно было кастовать в блоке. Нормально. Надо Бретону сменить нарядик, слишком дерзкий для него. Чё это? Так. Ага, окей. Чатик сейчас чуть-чуть поменьше сделаю. Вот так. О! Ру нету. Да, ру нету. Ру нету. Что поделать? Минус дед за что? Почему? И что, забанили, что ли, где-то? Вот не надо. А кто на ютубчике, ребят? Это... Лайки прожмите, что ли. Я завис на ютубе, да? Это мне бан прилетел, видимо. This бан. Так, 4 минуты осталось. Так, я пока чуть-чуть пошуршу в ТЕСОхе, у меня здесь что-то это... Так, 15 тысяч получил. Сюда. Так, что по свершениям? Блин, 10... Ага, ща я сделаю эти. На сегодня все. Так, данжу закрыл, билеты закрыл. Уже отвис. Окей. Ну, если что, просто страницу обновите. Это, видимо, из-за того, что я трова отрубал. Может быть. Может быть, поэтому. Сидим, ждем. Ага, все. Так, свершение завершил, все, выхожу из игры. Сейчас будем с вами трансляцию зырить. Зырить. Так, я сейчас вот эту вот байду сверху тровускую уберу только. Где она у меня там? Ну, а так. И обязательно не забудьте включить. Так, сейчас мы тогда... Во. Звук есть? Есть. Все, отлично. Все тогда, уважаемые. Сидим, ждем. Как-то комментируем. Как оказалось, квазигрифону смогу собрать только на следующем ивенте. Семяна Катоши нету. Нет, на этом ивенте только 2 фрагмента. Для всех, естественно. Я уже вроде бы как говорил об этом. Шо? Не понимаю. Что-то... I need translate, Ребзис. Что-то вкратце можно, что-то вижу... Трагичная ситуация. Так, понятно, про Украину. Это я вижу, да.
Это я вижу. Глобал комьюнити, хелпинг, ТТТ, гуманитарное что-то там, помощь животным. Они пишут про то, что они помогают. Ну да ладно. Сейчас все начнется. Так что... Ага. Ага. Все, понеслась. Я так понимаю, сейчас синематик нам покажут, да, наверное? Welcome, everyone, to this exclusive look at the Elder Scrolls Online High Isle. We've been working on Elder Scrolls Online for 14 years, and we're still breaking new ground, telling new stories and continuing to explore this incredibly deep world. We are constantly growing and expanding along with you, our community, and this year highlights that growth. We have a new area to explore, a new game system, text translation, the launch of Spanish text translation, and we'll bring all of this to you while continuing to make ESO the best virtual world fantasy game. Last year, we made ESO truly next-gen with the addition of native Xbox Series S, X, and PlayStation 5 clients, showing our commitment to keeping ESO up-to-date and relevant on just about any device you want to play it on. There's so much to explore and do in ESO, it's almost impossible to describe in just a few sentences. But we truly believe in our play the way you want philosophy. ESO is so big, it's essentially many different games and experiences in one, which makes it a living, breathing virtual world. Just like the ESO community, ZeniMax Online has also been growing and thriving. We've learned new ways to work together while remaining apart, and we're poised to do great things in the future by being an amazing, collaborative, welcoming group. Ясно, понятно. I couldn't be prouder of the studio. And now, it's time for the show. We have so much to share with you about High Isle. New areas to explore, new friends to meet, new enemies to confront. A new trailer will be debuting at the end of the show, and of course, our new in-game card game, Tales of Tribute. It's all here, so let's get started. Показывай. CJ, Yeah. when we finally decided to go off and explore something brand new. After I emailed you for 2 years straight, asking you, please, don't send me somewhere dark again. Let me be someplace pretty. What were your thoughts? My thoughts were I was very happy that it was kind of a collective agreement. Like, we were all really excited that we had spent 2 years kind of, taking a trip down nostalgia lane, right? We had gone to Skyrim with Greymore, we went to Oblivion with Blackwood, and then we were all kind of ready to like, oh God, let's do something pretty again, right? Like, not only someplace pretty, but all new in terms of nobody who's played an Elder Scrolls game Постанова has ever такая. gone here before, right? And so it was all new lands. We're going to go someplace that's gorgeous, and we're going to get to explore the Bretons, which is really cool lore. So yeah, we were totally excited to sink our teeth in. It was great. So when we get ready to start an entirely new zone, every team has to kind of do some initial steps, right? Mm-hmm. What's the art team's steps? We had in front of us already from the writers, like an idea. They were like, we're thinking something kind of Mediterranean, Paradise Island, vacation, resort. This is where the really well-off Bretons go. This is the resort to hang their town. house, right? Like, and immediately concept artists are, looking up images of Mediterranean islands. And then the rest of it was the Ящик капец за 15 минут, плюс alabaster ящик cliff faces, за 45. sort of white cliffs of Dover, but we knew we were close to Somerset, so we wanted to sort of play off the rock forms that we had done in Somerset. We wanted it to be clear there's going to be some geography there that's shared, but it has to look new because we make an effort for every zone to look a little bit different and have its own unique, kind of space in the art. And we started immediately looking at sunflowers and sunflower fields and doing something. We had done a lot of like overhanging dark places, cool locations, but we were very excited to go, okay, can we do open fields? Like, let's give the Корва players a Бьянка place из where they can Ведьмака stand and третьего. see for, a good couple of miles and then have something kind of really lovely and listful, going on in there. And it's comparable to, the last 2 years size-wise. So, it's big.
One of the things I love the most about High Isle is how grounded in reality it is. What was that like? It was an interesting challenge because we've done Bretons already. They're in High Rock. They have an architecture set. They have a look, and we wanted to honor that. Obviously, it needed to feel like these were more Bretons, not different Bretons. And so we got to take some of those original, certainly in the architecture, we got to take those original Breton ideas in the architecture. We got to update it, and we wanted to do something kind of new. So we took that medieval, that classic medieval, almost post-Dark Ages kind of look that the Breton stuff in High Rock has. Ой, And we folded in архитектура. a little Germanic medieval into that, and it was really fun to sort of do a whole new set in that paradigm, that Breton paradigm, update it, make it fancier, and remember that the lore of the Bretons is really interesting in this, in that they'll do excess because they come from a place where they were way back in their history, they were kind of subjugated, they broke out of that, but they still have that sort of that sense of stratification in their society, right? Yeah. Upper class, lower class, it's very political. All the stuff that's going on with the Bretons is always political. And we wanted to play with that even in the architecture. We wanted to honor that. And so even in the lower class stuff, that's still fancier than you might find. And it's not disheveled. It's still nice because these are people who think that they can achieve if they want to. And we had a lot of fun just playing with that dynamic, The Bretons in and of themselves are a feudal society, but the Druids play a part in this whole year. Yeah, you can't really have the Bretons without the Druids. They are both inhabiting this place, and they are very different, and they both have different opinions of each other, obviously, but you can see influences of Druidic culture throughout the whole place, and definitely in the art as well. Yeah. It was fun to know all that was coming later and just start to carve out the little pieces that we're going to tease in High Isle, and then there's a whole lot of stuff coming with them, especially concerning the volcano and these vents that are spotting the isles themselves. And it feels a little weird. You're in this beautiful place, and every once in a while you crawl over a hill, and there's a little volcanic vent spewing out, noxious gas and lava. And why is that happening? It has something to do with the Druids, right? Right, yeah. Biome's unique, how? That's great. Well, let me tell you. Шутейка. Three biomes. We try to do 3 biomes. 2 biomes on this main island, right? The High Isle itself, the playground of the Bretons, right? So we've got Oakenwald, which is sort of the verdant forest. We've got the Sapphire Coast, which is down around the southern end. Sapphire Coast is where we got to play with the Somerset ideas because they're only across a bay from each other, right? So you'll sort of get a bit of that Somerset sense there, but we had to fold in the nautical history of the island. This is where the Great Navy was built so many years ago, right? I mean, it's behind us right now. We're surrounded by the remnants of that Navy and the treacherous nature of the seas around the island. So all that nautical stuff got folded in there. And then we put sunflowers all over the place because sunflowers are awesome. Не, ну красиво, красиво, реально. And then we have Aminos. Я архитектуру такую люблю. Crazy escape from New York Island you guys threw at us. And there we got to play with super verdant rainforest. It's a place where I guess they just toss people they don't like. Yeah, they really over there, do. right? There's part of it where Aminos Station is like a stockade that kind of separates the normal prisoners from the ones they just yeet out into the jungle. Биомы остров, лес, They're like, пляж, there's the bad Сомерсетский people, and вайб, then there's много the really подсолнухов. bad people that we just don't even want to mess with. So those are the ones that just get banished to that verdant forest. There's so many things that want to kill you out there, and so many gangs. The Green Serpents gang is out there, so it's not the place you want to be, for sure. It's very pretty, but It was fun to make. yeah, it's gorgeous. We had a lot of but fun making it. I don't want to go there. Yeah, right. Побег из Нью-Йорка и Do you have any джунгли. favorite locations? Stonewall Grove is a great one. That's sort of our little Druid village, and it's kind of part of that teasing the Druid culture to come. Breakwater Cave is great. The Firepot Cave is fantastic because that's more of that volcanic connection, and it gave us a chance to go underground and do something a little more oppressive. О, And then I think my favorite right now is Ghost Haven because I'm an 80s kid, and every time I play that one, о, I get a прикольно. Goonies vibe out of that. Out of that Yeah. adventure. I can see that Yeah. for sure. So those are some of my favorites.
So Taylor, I talked a little bit about how much fun it was for us on the art side to get into the Bretons, but I mean, we should probably talk about them a little deeper, right? With their history. Who are these people, the Bretons? First and foremost, they are feudal society, like we talked about. They have their nobles, and at the top, they are, stabbing each other in the back, political intrigue, alliances, arranged marriages, all that fun stuff. And then you've got middle class and lower class. They're very much the underdog society, if you will, where the person at the very bottom feels like they can always aspire to something better and advance all the way to the top. It was the coolest part about it because it's not what the elves believe. If you're born to a certain status, you stay there for the rest of your life. Про лор бретонцев. Ну, красиво, не знаю, мне нравится. Мне нравится пока. Yeah, I think something that ties into that too is like their knightly orders. There's 3 main knightly orders on High Isle, and they all have their different creeds and their different values, but they're all very prestigious and neat and have that kind of like romantic fight for glory and honor and all of that good stuff. This is a grounded story, but the Bretons are innately a magical race. Like they have this affinity for magic. Walk us through some of the новые противники. It was very interesting to try and keep a grounded story with people who are inherently magical. But it's fun to do that as well because Bretons and magic are inextricably linked and their history is linked to that as well. And so there are a lot of intersections between how does that work in feudal society? How does magic interject with your role there? Sometimes, magic can increase your standing at court, but it's also can cause conflicts with your sense of self, I think it opened up a lot of opportunities for like character development and not so much big, grand magic stories, but more personal magic stories. It's not beams of death in the sky this time, right? It's politics, Я как раз бретошка. and it's, the seedy things that are happening in the back alleys of a very well-off It's people. not the cosmic threats, right? It is the threats from within, and the focus is on the Bretons and their culture and their race, rather than big Daedra coming in and destroying the world. Right, big axe. Which is fun. Yes. We love that, but this is fun too. Yeah. So this year's storyline is a bit of a deviation from what we've done in the past. Kind of walk us through that and what that meant to the writing team. Yeah, we're doing the Legacy of the Bretons year, so we are really delving into who the Bretons are because they are a race that really hasn't been explored much in Elder Scrolls lore before. We're really getting into their history and their culture, and we are learning who they are. And our theme is kind of like a hope for peace, but tied up in all of this political intrigue and backstabbing. Right, it takes us back to our roots. Yeah. We're really, really good at telling these very interesting small stories where you learn more about the individual characters in the world. And in politics, there's always multiple sides to everything. Clearly, there is a bad guy faction and a good guy faction. Who are the major players in this story? The Ascendant Order are what we would think of as bad guys, but their whole creed is that they want to empower the common folk. They think that the common folk can fight injustice on their own by losing the shackles of the nobility and, freeing themselves from that kind of bad leadership. So that all sounds great on paper, but the Ascendant Order is actually killing people, indiscriminately and not being very nice, so. We touched on the Ascendant Order. Is there a leader? There is. There is the Ascendant Lord, and then there's the Ascendant Magus as well. So the Ascendant Magus is his second in command, but they're both very scary. They're both very mysterious, too. You don't really know a whole lot about them. No one does. But part of the fun of the story is that you are going through it and trying to figure it out and trying to discover things about them. And you pick up certain pieces from the world and try to put it all together Дадут like a ли нам, mystery. интересно, право выбора? So the Bretons, as we've said up to this point, are kind of this medieval feudal society. That must mean there's a bunch of different houses. Закон или простые different люди? Bit players, I guess, in the storyline. Can you walk us through some of those? There are two, there's a bunch of noble houses, but there's two main ones that the story really focuses on. One is House Dufort, and they are the Dukes of High Isle, so they are the ones in charge. And they are run by Duchess Alea, and she runs everything from Castle Navir. And she is someone who is very fancy and wealthy.
But it's going to be up to players to decide, you know, is she really serious about fighting the Ascendant Order threat? And then the other house that's really important is House Mornard, and they are technically rivals of House Dufort. There's some bad blood between the two of them, and you'll find out why there's history between them. But House Mornard used to be in charge, and they're pretty salty about that. But they are also kind of partners of House Dufort because House Dufort is concerned with shipbuilding and they have shipyards, and House Mornard is concerned with mining and trading, and they need House Dufort ships to be able to do that. So they are rivals, but also need each other very much. You've talked about the Duforts, you've talked about the Menards, you've talked about the Ascended Order, but there's also this other society, this Society of the Steadfast. And Lord Vaccaro, how does he and that group play into all of this? He's one of those people who just, like, he uses his wealth to make people's lives better. He genuinely cares about the people around Два дома, я him, понял, and соперничают. he is someone who tends to be very sincere, but he's also direct and to the point. He is not a fancy noble like Duchess Alea. He is not, you know, Ascendant Order crazy, but he's just there doing his best. One of the things that I love about chapters and story DLCs is bringing back characters that fans love. It's something that we always do. We get a kick out of it. Самый рандом из who do we данжа, have coming back обсуждающий, this что year написал that дед на ломаном английском. players will be excited about? I love Jakarn, obviously, that rogue. He's always got his shirt off for some reason. Really? I don't know why. He does. He loves having his shirt off. If I looked like that, I would never have a shirt on. Look, I love to hate Jakarn is what I mean. But we've got him, we've got Captain Zaji, who I also love. So happy that Zashi's back. The best. He's the best. He's so good. And Casca is coming back. So we've got a lot of familiar faces that players are going to be happy to see, I think. We've also got a bunch of new characters as well. Yeah. Lady Arabelle comes to mind. She is one of my favorites because she is just the coolest, most confident, Да. curious, intelligent woman. And she's going to be the one who's kind of guiding the player through С the main моим Селией story, мы по which I прологу think уже is really знакомы. cool because the two of you kind of develop a bond through it, and she is kind of not your mentor, but you rely on her a lot, and she relies on you a lot, which is neat. I love that she knows what she wants. And she is very straightforward Yes. in all of her conversations, which is really And cool. and yet she makes you fall in love with her almost immediately. Absolutely. When you meet her, like you're immediately like, oh, Well, she's not follow afraid her to be the ends of the earth, flirty. right? Yep. Yeah, she's not afraid to be like flirtatious or make an innuendo or be snide to someone who's being rude to her. Like, she just has no qualms about that at all. Fair enough. In addition to the new storyline that we have going on this year, we also have two brand new companions. Так. And when you look back at Blackwood, and you look at the characters we had there, they were kind of stuffy, kind of prim and proper, or at least one of them was. The player feedback was clear that they really liked one character over the other. And we really wanted to dig into trying to find a better balance, trying to find a different feel and vibe for these characters this year than last year. Oh, I'm just going to come out and say it. Ember is probably my favorite out of all of them. I love the character. I love her storyline. Котя. Who is Ember? What's she all about? Ember is a bit of a mess. I adore her. She is a Khajiit mage. She grew up on the streets, so she really has no qualms about violence or stealing or fighting or getting into trouble. In fact, she really likes getting into trouble, and she will probably get you into a lot of trouble as you take her around with her. Баланс хотят. But she's just a lot of fun. I loved her intro quest. I was laughing out loud the entire time. Like I was trying to get through it, but I had to stop and like that's just hilarious. It is so good. And it's the character, but it's also kind of the environment. And I'm terrible with names. I will totally forget the name of the objective. Oh, yes, the Tordreok Tower. Yeah, I'm glad you said that, not me. Just the tower in and of itself is amazing looking, and just the story that we're telling there, like I love her so much. And who is Ember voiced by? She is voiced by Alicia Rotaru, so she most notably known from Arrow. Okay. She is doing an incredible job. She is just knocking it out of the park as Ember, so I'm really excited for players to hear her. And Ember is Khajiit.
right? So what was the impetus there? Why'd we go Khajiit for her? I mean, truth be told, it's because Khajiit are cool, right? Like, they're Котики so классные. That's what I wanted, different, Rich. right? Like, they're just so different. They speak differently. They act differently. They're a very, very different culture. It just kind of made sense. Yeah. We wanted to do something very, very different with her, and I think we knocked it out of the park with it. Yeah. And then we have a second character who is kind of the exact opposite of Ember. Yes. Named Isabel. I liked Isabel a lot. Yeah. She's really great. Yeah. Так. Isabel is definitely opposite from Ember. She is not a trash fire. Fire. Oh my gosh. She has her life together a little bit more. But she's from a minor noble house in High Isle, but she's not your typical noble. She's not snobby. She's not stuck up. She's very down to earth, tends to be driven and Сильная и eager, независимая and she's a bit бретошка. dorky, actually. So like most of us. Yeah, exactly. There you go. Well, we find kinship with her. We think that she's really kind of the best of the knightly orders have to offer on High Isle because she is someone who is driven to a higher purpose, but she has both feet firmly planted on the ground. When you meet her, like it's the chivalry and the knights in shining armor. I love that one a lot. And I think our players in our community are going to be pretty stoked at who voices Isabel. Да-да-да-да-да-да-да. Yeah, she is being voiced by the incredible Laura Bailey, so it's going to be really, really fun to hear. Yeah, we had a lot of fun working with Critical Role over the course of last year with the one-shots. And yeah, we're so excited to be able to bring her along and voice a character in game. I feel like the Какие мамзели. systems team and the writing team and the design team really collaborated this time because this is like our second iteration of it, and we tried to integrate Ember and Isabel into the player experience a little bit more. There were lessons learned the first time around, right? Absolutely. We like listen to player feedback, and so there are things like when you go into combat, we have more lines now and more variations on lines, so hopefully you won't be hearing the same repeated lines. We also tried to get their backstory into some more lines, so when you are standing around, they're not going to push you to move forward. They're going to be like waxing poetic about taffy or telling you a weird story about their past. So keep your ears open, and they'll have a Сообщение lot of Теда interesting stuff to удалили. say. The companion storylines this time around are pretty personal. It's hard to talk about them without giving them all away, but even Ember, who's really chaotic, has, you know, this part of her that is very guilty and has been heavy for a long time, and part of your adventures with her is like helping her lay that guilt down and meeting the interesting people along the way. And Isabel is about friendship and growing up and maturing, so they've got some really wonderful beats in there, I think, that are really fun. You definitely want to hang out with them more after you meet them. I agree. Yeah. Which is Totally agree. Yeah. Totally agree. Yeah. Я восторгался Like what Лоры you're Бейли. hearing so far, we wanted to remind everyone that Nightbot the тебя не High Isle понял. chapter is available to pre-purchase now and includes a free Так. mount that you can start using in-game immediately. Visit ElderScrollsOnline.com or your favorite retailer today. For those that are watching and haven't tried ESO yet, our free play event is live now until April 26th. If you decide to pre-purchase the High Isle collection, you'll immediately unlock the base game and all previous Слышь, chapters. купи, да. And you can pick up right where you left off from the free play event. Both new and existing players can also pick up the 2021 chapter Blackwood on sale now for a limited time. The High Isle Prologue quest is also now live, so anyone can jump into the game and get ready for the upcoming chapter. Понял, принял. Even if you're just participating in the free trial. Last but certainly not least, you can save on crown packs during this limited time sale. We have all the details listed on our website at ElderScrollsOnline.com. Now let's get back to the discussion so you can learn a bit more about our new card game, Tales of Tribute. In January, we revealed a brand new card game that is going to be releasing with High Isle in June, Tales of Tribute. О, We've сюда. got a lot of questions about it, most prominently, why? That was Always the most blunt and straightforward, right? So I think the biggest reason is we wanted another way to experience Elder Scrolls Online. We've got lots of questing, we've got lots of killing. What do the people that live in Tamriэль do when they go to a tavern other than drink? Like, what do they do to hang out with their friends? This was kind of an answer to that. What would a card game look like in Tamriэль? It was Да. as soon as you guys dropped the design on Сюда. this, because we were like, it's not small at all. Like, and we had to start thinking in terms of, oh, this is a game that
people in Tamriel have been playing for hundreds of years, right? Like it's like backgammon. It's that traditional. Right, and the extra added challenge that we threw at you was this has to feel grounded. Yeah. This isn't magic. This is, what does the game look like when two people are just sitting at a table playing back and forth? And but it's deeper than that. There's a storyline that goes with this thing. There's like world hooks into this thing, right? Like there are, and there's PvE is what we're calling it, where you are kind of Коробку дали уже? Storyline, challenging masters. Yeah, there's a lot of like lore tie-ins too with the actual card game itself, so it really makes you feel in universe. Absolutely, and it's focused more on kind of Tamrielic-wide things. Like, yes, the game kind of originated in High Isle, but it's propagated throughout the world, and so you're going to see the patrons, the unique decks, are kind of Tamriel-wide. Let's get to it. How do you play this thing, right? Fair enough. So, at its core, Tribute is a two-player, strategic, turn-based deck-building game. You and your opponents are taking turns building your deck, trying to put the most you can into it to win the game. And the way the game is broken down is at the very beginning, you and your opponent each choose 2 patron decks to put into play. From there, we create our hands, we get 6 starter cards, and then 1 card from each of the unique patron decks. The rest of the cards are shuffled into what we're calling the tavern, which is that communal deck. And then you and your opponent play off that deck. You play your cards that you draw 5 at a time, and then you use those cards to Стиль нравится сразу. To build your deck, to work towards whatever strategy it is you're working towards to ultimately win the game. And one of the win conditions could be if you have all 4 patrons favoring you. Right. The other way is a contested victory, where once you hit 40 victory points, you win. So if we're playing a game, describe to me the turn order. Like, what does a turn look like? At the very beginning, you will have 5 cards in your hand. And what you do is you play your cards. Generally, it is play currency first, play action second. Then you get the opportunity to choose any cards from the tavern. You can only purchase cards that you have the currency for, or you can only do the combat that you have currency for. And once your turn is done, you discard to your discard pile, and then your opponent goes. When you run out of cards in your deck, and they're all in your discard pile, you just reshuffle and kind of go from there. And so it's one of those things where you're constantly adding new cards to your deck, or you could be thinning your deck out. That's a viable strategy. And you're constantly trying to build up combinations of cards, the strongest possible hand you can have to defeat your opponent. What kind of cards are there? Like, what are the... В понедельник будем тренироваться. There's essentially 3 basic types. There are action cards, which can range anywhere from giving you gold to combat to forcing your opponent to discard cards or for you to draw cards. There are contracts, which are essentially one-shot cards where you can purchase it from the tavern, and once you do, you play it right away, and then it's done for the rest of the game. And then there are agents, and agents are cards that once you play, they stay in play until your opponent deals with them. So there's that extra added level of strategy. All of that sounds a little complicated, but because you're dealing with that luck of the draw, it's very easy to pick up and just hard to master. Like, even the people who are the best at the game are still dealing with that luck of the draw and your unknowns. Absolutely, and I think that's one of the things that we've seen in all of our play tests, right? Like, we've lost a lot of productivity due to this game. For the first time ever that I can remember of, we actually have people sponsoring tournaments within the studio because they're so into this game and what it means and how it changes things. So it's really exciting. So can you talk to us a little bit about how PvP works in Tales of Tribute? Yeah, so it is a game in which you can challenge other players. I could walk up to CJ and challenge him to a duel, or there is a new kind of looking for group system, a queue that you can queue up for and challenge random players in there. And that's all tied into a progression system via rankings. There are seasonal leaderboards that give you cool rewards. It's a fully fleshed out thing. This all sounds really fun, but why play? Like, what is in it for us? What is important about getting victory at all? Part of it is it just appeals to kind of human nature. Everybody wants to be the best, so you want to win, right? It's fair. But the other side of it is there's lots of really, really cool rewards here. There's
lots of cool cosmetics. There's cool new emotes. There are furniture crafting materials that you can get out of this. Also transmutation crystals. And all available just by playing. Just by playing. Just play the game, and you can get rewards. Да, You да, get да, more да, if да. you win, but you can get them if you lose. So there's kind of something for everybody here. So this sounds really, really fun. When can I play? You'll be able to play this on PTS very, very soon, next week. Wow. And we totally understand this is a huge Сюда по game. ТС на следующей There's неделе. tons of information. I highly recommend you just jump in, you start playing it. It's really, really easy to pick up, and it's difficult to master. Можно что-то получить и при проигрыше. For all of Ну, you eagerly понятно. awaiting the journey to High Isle, the legacy of the Bretons' year-long Ну, типа adventure как is underway in our ключ Ascending Tide просто DLC. ветеранки и 2 And ключа as of today, за... you can get a little more of the story за that leads ХМ. us to High Ну, типа. Isle in this year's chapter prologue quest. Grab Замечательно. the free Crown Store quest item, a letter from Lady Arabelle Скорее всего, to в start this понедельник уже quest. посмотрим, я We надеюсь. also have our Anniversary Jubilee event live in-game right now, celebrating ESO's 8th anniversary. Это I can't хорошо. believe we've been doing this since 2014 Уже потестим, and have launched 33 пощупаем. major updates. It's a lot. So this year's Anniversary Jubilee is going on through April 19th, so don't miss your chance to collect this year's cake and take advantage of the double XP bonus. Now, if you have a friend you've been looking to start adventuring with, or if you're watching this and thinking about trying ESO for the first time, you can play for free now until April 26th. You can also pick up ESO and Crown Packs on sale now for a limited time. High Isle is just a couple months away, launching June 6th for PC, Mac, and Stadia, and Блин, June сегодня только 21st on четверг. Xbox and PlayStation consoles. And don't forget, it's coming to the PTS next Monday, April 18th. This chapter is also just one piece of the До legacy of the 19 Bretons' апреля year-long ивент, adventure, and there will до be 2 26 additional DLCs launching later бесплатная this year соха. that you can look forward to. And now we'd like to share the first gameplay trailer for the Elder Scrolls Online High Isle. We'll be right back to give you a look at how a live game of Tales of Tribute works with a guest from our dev team. So stick around and we'll see you in a few minutes. Tribute. Мне нужны... Inequity rips at the very fabric of society. Синематик, что ли, пошел? The profligate few lead lives of excess. But comfort breeds complacency. These highborn have no idea what lies beneath. Society's outcasts are trapped here. But in the end, we are all trapped. A fish rots from the head Рогатые down, какие. and the only cure is to cut it off. We are the sword. We are the Ascendant. Ништяк? Окей. Вроде синематик обещали, просто геймплейный трейлер, ну, как бы... Ну, ладно. Сейчас зато картонки посмотрим. Ну, в целом, ничего сверхнового они, помимо картонок, так скажем, не рассказали. Все... И в прошлый раз они об этом говорили, что будет красиво, лор бритошек расскажут, что это остров-курорт, все дела, там свои проблемы, свои распри, там все это дело не распространяется на проблему, скажем так, общего мира, да, они там вот в своем вот этом вот котле варятся и бурчат друг на друга. Но зато у них есть Блэк Джек и... и ККИ. Посмотрим, как оно будет на самом деле выглядеть, как это все.
Окей. Hi everybody and welcome to our High Isle chapter preview post show. Что? Very excited to show you a live game of Tales of Tribute for the first time ever. This Давайте. is the new deck building card game that is coming with the High Isle chapter. Before we get started, though, we do want to remind everybody that we are Хочу raising геймплей funds посмотреть. for the Gaming for Ukraine campaign hosted by Team Xbox in support of Блэкджек и аргонянские девы. World Central Kitchen, International Rescue Committee, and UNICEF. So if you'd like to donate towards any of these causes, be sure and use !donate or !charity in chat for a link. And a huge thank you to everybody who has donated so far. Yes, thank you. Да, лучше скидок Today we're подождать. joined by two members of the ESO dev team, Rob and Renio. Welcome. Thank you. And they're going to be walking us through a hands-on Tales of Tribute game today. We are going to be playing on an internal server, so please keep in mind that some of what you see might be work in progress, or is work in progress, and so you might see a missing icon here or there. It'll look like a little red question mark. Those will all go into the game soon. So don't forget, we are offering Twitch drops today. We have a purple torchbug pet and an Ouroboros crown crate just for watching for about 15 minutes. And we are doing an additional crate for everybody if you tune in for at least 45 minutes. So we hope that you'll stick around and hang out during our post show today. Don't forget, once you get your drops, you have 24 hours to claim it through the Twitch UI. So all you have to do is visit Twitch. Могут быть баги. Drops, and you can claim from Было бы странно, если бы их не было. So with all of that said, let's get started with our Tales of Tribute game. So Rob Arenio, thank you for joining us today. We are at the Bethesda Twitch studio. Мы можем уйти live случайно from their техническое virtual set. обслуживание. Rob, did you want to just give a quick once-over for anybody who isn't familiar with who you are, what you do over at Sauce? I've done a couple ESO lives, but this is my first time here, so it's nice. It is nice. So yeah, I'm the lead gameplay designer for ESO. What that means is I oversee teams that aren't working Было бы на что эти necessarily on трансмуты content, тратить. but on all the features and systems. So this would be things like combat, crafting, Картишки вроде бы, housing, да. antiquities, and of Мне вот course, тоже вроде бы Tales of зашли, по Tribute. крайней мере, по внешнему виду And точно. Arenio, first time on a live stream with us, so everybody please Геймплей welcome сейчас Arenio. посмотрим. You are on the Thank you. systems team, so what is it that you do for ESO? Yeah, И I'm a спутники senior неплохие, systems да? designer, and, Классно. primarily my responsibilities have been all pretty tribute focused. I'm the product lead for tribute. Сынки, го долбиться. Shepherding it throughout its development, from some of the Да, early новый триал. prototyping Ребят, till, все на следующей неделе. Скорее всего, в понедельник уже все это посмотрим на ПТСе. Так что жду всех на стримчанском. So today has to be really В exciting. понедельник мы это все, я уже очень надеюсь, пошупаем. Nervous? A little bit. I'm more looking forward to seeing what players are going to do when they get their hands on the game. Oh, for sure. Because Yeah. you know, you offer players the opportunity to do stuff, and they're going to come up with things that you never think about. Of course, always. And I love that. Yeah. So, trying to provide them with the plethora of tools to express themselves. That's what it's about for me. Триал обычно позже доделать за месяц до So релиза. we are keeping an eye on chat just in case anybody has questions as we're kind of going along. We'll do our best to just keep an eye on things, but we are going to let Rob and Arenio kind of walk through kind of your typical match for a Tales of Tribute game. So we know Rich went over a little bit of this during the video that you just watched, but Rob, just Ну, very ждем. high level, basic explanation. What is Tales of Tribute? So yeah, Tales of Tribute is it's a fully integrated deck building strategic card game that resides within ESO. Декбилдинг, It's not a всё separate зашибись. game, Давайте. It's a game that you play Класс. within the game. We have been wanting for some time to explore this idea of a tavern game, something that the inhabitants of Tamriэль would do as a recreational activity. What do they do when, their lives aren't threatened by Daedric princes or whatever, right? I mean, they're pretty busy normally, so it's probably nice to have some downtime. But then for the players, it's providing yet another activity similar to what we've done with antiquities or fishing or something like that, where it gives you an alternative activity when you want to take a break from questing or running through dungeons or trials or PvP. So this is probably the biggest one of these we've done, like that fits into that category of an alternative activity in the game. But it's pretty fun, and we're excited to show this here. But
it's when people think about card game or they hear card game, it often conjures very specific images in their head. This is not a game where you are buying booster packs or carefully crafting a deck prior to entering a game against the competitor. It is a 1v1 game, by the way. It's a game where you do collect decks and upgrade cards. Надо же будет потом еще гайды по всем этим картонкам пилить. All of the cards that are selected to be played in that game are shuffled into a common pool that both players are drawing from. So there's no mechanical advantage in this game for having more cards or decks than the other player. The only real advantage you might have is you might be more familiar with how to. Дед долбится в подкидного. And we'll talk a little bit more about how you go Без about СМС-регистрации. collecting those decks and cards. But I really think at a certain point, I could sit here and keep talking about like what it is, but I think at a certain point, it's probably more helpful to just actually see it in action. Yes, for sure. Definitely. So we are. Собираешь деки, апгрейдишь карты, все они вмешаются в общую деку, да. Yep. Об этом они говорили. So, one of the things that we've seen some people asking is you can play anywhere, but there probably are some restrictions, right? Like, we don't want people playing a game and then get jumped in the middle of PvP or something. Yeah, it actually is pretty flexible about where we let you play. I mean, you can do it anywhere in the world, just about. Some of the exceptions would be you can't do this during a PvP activity. And dungeons. Or, you're in the middle of the dungeon, probably not good form to like, hey, hold on, everyone, I'm going to play this card game. Be right back. So, yeah, we don't let you do it there, but there are numerous ways to actually play the game. So you can play against NPCs that are scattered about the world. Some might be harder to find than others. You can play against other players, either casually or competitively. You can Играть можно где go to your угодно, кроме friends dungeon, list, you PvP can завесов. go to your guild list. There's a matchmaking system. There's a ranking system for competitive play. We'll talk a little bit more about that later. But it really is pretty flexible. It's like, oh, you know what? I've got some time. I want to play a match. Matches usually we like to think it around maybe 15-20 minutes. Собираемся в таверне Вороньий When we ручей. play today, by the way, I should probably remark that our turns are going to be В Вороньем unlimited time for ручье, the purpose или of как он там. demonstration. In a real game, you have 90 seconds for each turn. That's a good amount. Yeah, that makes sense. Speaking of which, let's go ahead and hop in game so we can show this off because we know that's what people are here to see. They want to see this in action. 15-20 минут. Where are you right now in the game? Так. I think we're on Arenio's screen. Yeah, we're are seeing my screen at the yeah, moment. that's fine. We're in Gonfalon Bay. This is an area of High Isle. This is actually where you will do the tutorial. And this is important because completing the tutorial not only teaches you how to play the game, but provides you the 4 starter decks that are required to actually play the game anywhere else. Okay. So this will be the first place you go when you want to play Tribute is here in Gonfalon Bay. Now, the NPCs that you mentioned that you can play, are they all in High Isle or are they all throughout? Oh no, they are scattered about the world. That's cool. This game has caught fire in Tamriэль, and the NPCs will tell you about their passion for this game. So, but anyway, we're here in Gonfalon Bay. I think. So this is a nice little peek. Ну, ребята, болтология, это, конечно, зашибись. Покажите уже. Статуя огонь. I don't want to show too much. Покажите долбежку. So, yeah, I think, here we go. We got Arenio right here. As I mentioned, we could go to the friends list. We could, you could use matchmaking or whatever. But you can also, just like as if you were going to engage in a duel with another player, you can just walk up to them and select the icons. Новое меню появится, да. But this is duel, and then this is how you would challenge. Я тоже уже думал об этом. То есть как пригласить на дуэль, только на дуэль в картонке. Yeah. And there is a little glimpse at the board. We'll get to that in a moment. But first, we're going to draft decks. So this is how every game begins, and then you'll understand why you need 4 decks to play. So at the beginning of each game, as I mentioned before, each player picks 2 decks to participate in this game. Those decks must be unique. So the order of drafting, we call it a snake draft. What is that? Snake draft simply means it's like an ABBA format. So one player picks a deck. The other player, it's randomly selected who gets to go first. One player gets to pick a deck. The other player gets to pick
2 decks, and then the first player gets to pick a final deck. No, that seems fair. So in this particular game, I only have the 4 starter decks, and Ireneo Выбираешь две actually деки, has они должны unlocked быть уникальными. an extra deck, so you can see what that looks like. And that was through And- questing or... Yes, Okay. there are numerous ways to do this. Yes. So I should probably talk about what a deck is, though. Please do, really, yes. There's really Один игрок выбирает Yes, деку, and that's другой the thing. A выбирает deck is две, really и первый two выбирает вторую. components. It's a suite of cards and then a patron. And all of these things share a theme, both in terms of the lore, as well as sort of a mechanical play style of how you would want to engage in this game. So And what people are seeing right now, you're using gamepad UI. I am, yes. So you're going to be using controller today. Yes. Ireneo is going to be using PC, so that way you can see the different UIs and As- kind of compare with them. We'll be going back and forth on the screen. You'll Yep. see each of our screens. So yes, I'm using the gamepad UI here. And so we'll talk a little bit more about this when we get to the play mat. But the patron itself has its own special power, and then all of the individual cards have their own behaviors. And I'll let Ireneo explain that in a little bit here. But I'm going to start off by going with one of my favorite decks, and this is a starter deck, St. Pellin. So St. Pellin is all about generating power and putting agents on the field. That will make more sense here shortly, what I mean by that. But I'm going to go ahead and confirm this. And now Ireneo will get to pick the next 2 decks. Yeah. So, knowing Rob Патрону as I своей do, he's a sly способности. guy, that Oh, that power. Rob. Yeah, St. Pellin definitely does generate power, which is a potential path to victory. But that agent's side, I don't like so much. So I'm actually going to go ahead and pick Loremaster Kelleris. Because Loremaster Kelleris actually has his power kind of counters agents. Of course So he does. yeah, that's you're going to deny me some of my fun. I'm going to keep you from executing your strategy. And as Rob called out, player 2 gets to pick twice in a row. So I'm gonna choose Loremaster Kelleris and lock him in, and then as you can see, there's that one extra deck that I've unlocked that Rob did not have, and I'm gonna go ahead and pick that one because Red Eagle's also a very strong power generating type of deck, but it's also got a lot of cull, keeping your deck lean and trim, and I like playing that style. So I'm going to lock that in, and even though Rob doesn't have it yet because I've chosen it, we can both play with it. Right. And so, culling the deck, that's a good point also. This is one of the things with this game is the deck building. When we say a deck builder, the building occurs within a game, not outside of it. And so you'll see that as we start playing. Right. So let's see. I've got one left. I have to pick between these 2 because they're the only ones left available. I'm going to go with Duke of Crows. This particular patron has a pretty cool power that lets you convert gold into power, which is used to help. Я могу, знаешь, как the game, попробую but we сделать? still haven't gotten to all the rules here Yeah. yet, so, Yeah. So I'm gonna, as people play, they'll probably find a deck or 2 or a patron or 2 that it is a style that they really like. Если у тебя нет деки, который есть у противника, absolutely. ты сможешь And this is играть another ей, cool если thing ее is that when выберут. you do play against another player who has a deck that you don't, you will get to play with that deck even try it though out. you've never played with it before. Again, that's the only potential advantage is Что такое? mastery over the mechanics of that deck. Right, just Yep. being a little bit more familiar with it. Yeah, familiar, developed a little more skill and experience. Yeah. So I'm going to lock this in, and Yep. then that's going to take us to the actual play mat, and let's have Ireneo go over there's a lot going on here, so we'll let Ireneo explain. It is. It's going to look a little busy, but Не получается, so ладно. kind of going to move a little left to right, but shifting things up as needed. Kind of on the left side, there are these 3 card backs that each represent decks. Like on my board, I'm going to kind of try and circle. Hopefully you guys can see where my mouse is. Like this on the left is my play deck, which is composed of 10 cards, and so is Rob's on the other side. And it's 10 cards, 6 gold coins. That's kind of just the basis. And then 1 starter card based on each of the patrons that we've chosen. So for each patron deck that you choose, you get one. Блин, additional обрезать card that's хотел, just что-то у gonna меня не be обрезается something ни that хрена. seeds into how the game is played from the get-go. And then you've got the tavern deck. That's what we call the mixing of the 4 decks that we selected. And those are all shuffled together here. And I'm going to kind of... Oh, actually,
that one's on you. У каждого в Rob. деке 10 But, карт. yeah, if you click on the tavern pile on the left, you can see all of the cards that were mixed together. Just to get a sense of what they are, you can kind of review them. You'll also be able to see all of these in the collections menu. That's cool. You can see that anytime. Yeah. Yeah. So Even if, once you've started the game, people are drawing, you're kind of deciding on what to play. You can bring this up anytime. Дека таверны — смесь 4 дек. yeah, you want to get a kind of sense of the odds, of when stuff might come up for you. If you're going to play the math side of things a bit. And So, I do see a couple of people in chat asking, like, can we get Можно mythic посмотреть, что coins? за Can we карта get items? We замешана. are going to talk about kind of what you get from playing and winning matches in a little bit. We will get there, we promise. yeah. They're excited. They're like, what can we get? Yeah. So, coming out of there, I just want to continue to explain some of the board. So, right now, the kind of left side again, those are our decks, and the shared pool that we're going to be kind of pulling from. In the middle, we've got kind of we've got the gold, prestige, and power resources in the middle on each of our sides, and those are some of the resources that we're going to be generating. But we've got these 5 cards in the middle that are cards that are available for each of us to pick up on our turns. So they each have a gold cost up top, and then they have kind of what their effect is when you play them. The card may look a little busy, but I'll try and break it down. You can see that there's a dominant color to it. The one that is highlighted right now is blue. It's one of the Lore Master Keller's cards. This is important because some cards Золото, have престиж, combos, статус, ресурсы. that make them more Ну, как powerful. мана. In this case, this card generates 2 gold and lets you look like Keller's is about foresight, the Sigix, so that we kind of play again mechanically into that. And there's that Карта в icon in the центре, что ты можешь взять себе. right corner that helps you identify those as well, right? Yep. So it's blue and that it's got that icon, which is also visible on the patrons on the right side of the board. So You can think of it as a suit. yeah, That makes kind of sense. like Yep. clubs, hearts, if you're playing poker. Exactly. That's a good way to think of it. Yep. So this is one of the basic action cards. There are a few types of cards. In this case, we've also got an agent available. It's the second card, and that agent is a little different from an action card. It has an effect, and also at the very bottom there's a number, and that's how much health the agent has. That's how much power, one of those resources that we generate, it's going to take to punch this guy in the face once he's on the board. Sounds like my kind of card. We try and keep things a little punchy. So when you acquire a card, you have to pay the cost, and then you add it to your cooldown. So you don't get it immediately. And then, once it comes up over the course of play, you get to put it into play. And then your opponent, in this case, is going to have to try and deal with it or not. Число внизу, его хпха. The other type of card, so we've covered kind of actions. Those just go into your deck, and you get to play them when they come up. Agents, which stick around from turn to turn until your opponent deals with them. And then on the right side of the board, we've got a столько раз его надо contract. And you can tell стукнуть. it's a contract because of those extra cool gold top and bottom parts. Filigree there. Yep. Yep, and it calls it out as well. There's your foil cards. Kind of, yeah. But the contract cards they're one-shot cards. As soon as you buy it, it plays immediately. It never touches your deck, but you get its effects right then and there, and they can be more powerful than a card that you might just pay for generically in that regard. So those are kind of those are 3 major card types that you'll see. And contracts aren't just contract actions. You might have a contract agent, which goes into play immediately, but once your opponent deals with it, it's gone for good. So there's a fair bit of strategy into figuring out, do I Карты want to improve контрактов. my Только deck by купил, они adding a сразу же promo card to играются. it? Or do I want to potentially, try and rush something, push into the victory conditions? Yep. And if this is feeling like, you're kind of following, but you'd like to hear some of this again, like Rob said, there is going to be a tutorial that walks you through a lot of this. We're going to have website articles that kind of detail like what the game board is and what a lot of these things do. So this is not your only chance. And once you start playing too, like a lot of it will, it'll really start to come together. Yeah. Yeah, last Будем thing тогда I'm gonna cover real тестировать quick это is все just на the patrons NPC on the right сначала. side. We alluded to the victory conditions, and the 2 victory conditions are really, one,
get to 40 prestige and А потом уже hope your PvP. opponent doesn't catch up because they get the blue. Yeah, it's the center blue one that you really care about there. And Tutorial if your opponent can't будет. catch up on their turn, you win. Было бы So странно, it's если бы его не a bit of a было. contested victory because your opponent gets a chance. It's like putting your opponent in check, but they have the opportunity to get out of it or put you in check in response. And then patrons, they each have a something they're looking for, and then the effect. But they also have another component to them, which when you go to them and you choose to activate one, and you can only activate one per turn, they turn to favor you. So if you can accrue the favor of all of the patrons at any moment in time, you just win the game right then and there. Nice. You've gotten them to pay attention to you, to care about you. You're clearly important. Главное, это престиж, который по центру. 40 наберешь, выиграл. Да. Play, the patrons that you choose, but also how you want to win, your win condition preference. Yeah. The goal is get the patrons to favor you or get to 40 first. Yeah. So Зачем это в playing TESO? back and forth there that Rob and I will undoubtedly Почему do. We're going to apply pressure where it's most advantageous. Чтобы ввели арены, как So, в Вове. with that, Let's dive in. You gonna start? Sure. Let's play a bit. Who's going first? It's Rob's turn right now. Okay. A couple other things real quick here also is on the right side over here, you'll see two other markers on the table. Yep. The first one is your play pile or your It's the the played pile. Yeah, it's the played pile. Like And- as soon once you put your cards into play, they Yes. go there. And then this is the cooldown pile that's going to be over here, which means cards that will eventually be reshuffled into your deck once you have exhausted your deck. Yep. So, and this is we're going to get sort of an illustration here of what mostly turns involve. It's basically generating resources and using them to either purchase cards in the tavern, this middle row, or Альтернативы to дрочки данжи. interact. I say or. И and PvP. or interact with the patrons on the В right. целом. Also should be noted that this particular patron here does not favor anyone. It is in every game. It is a neutral one, and it allows you to upgrade one of your basic cards. So somebody in chat actually had a good question. sure. Do the cards and the decks take up any inventory space? No. Or are they separate? They're all part of your collections. Yes. So, Perfect. yeah. No, we're not going to clog your inventory with decks of cards and every card that. One Yeah. card per inventory slot. Yeah, we all know how precious your inventory is. Yeah. So I Ну, say первый this is ход-то kind of сделайте, ну, you can't afford ёлки-палки. just yet, right? Yeah, this is a pretty expensive card right here. The thing is, as you'll see also, if there are cards in the tavern that you don't really like, either because you don't Стоит think you'll 9 be able to afford голды, them or you 5 don't want your здоровья, opponent to get понятно. them, there are various mechanics available to you to just get rid of them from the tavern. So, so anyway. So yeah, let's get yeah, started I'm gonna do a with, turn here. with your first turn. Right. Yeah. So right off the bat Карты here, деки again, не these are отнимают the место в basic инвентаре. cards that Aurelio mentioned that get slotted into everyone. So this time I got 3 basic golds, and then this card comes from the Solaris deck, but it's the basic card. It also just gives 1 gold. And this one comes from St. Pellin and actually provides 1 power. So I actually have both gold and power. You can see I have 4 gold, 1 power. Again, I can use that gold to purchase any of the highlighted cards. I can also interact with the highlighted patrons. And this is gold that's not in your bag, correct? This is separate Right. from like your character's gold. Correct. This is Tales of Tribute Gold. this is Trails of Tribute Gold, and not only does it not go in your inventory, it doesn't even persist over each turn. Okay. You have to spend it понял. or lose it every turn. Yep. So let's see. Lots of Solaris on the tavern this time. So although you know what? Oh, this one can remove. То есть у него, он сейчас положил свои картонки, у него получилось 4-1. За эту сумму, либо за 4, либо за 1, в пределах 4 или за 1, он может выбрать какие-то карты из середины. Right, I wouldn't Minute normally and a have this half, amount so of time. yeah. И I взаимодействовать. do have 4 Да. gold, so I'm gonna buy a. Oh man. И вот за 4 бери. Pressure. The That pressure is on. Yeah. Actually, I'm gonna take a risk here a little bit. I'm gonna go ahead and buy the Scrying Globe. It's gonna every time this card appears going forward, I'm gonna get 2 gold, and I'm gonna That's get to nice. take 2 of the cards that are in my draw pile, and just move them to my cooldown pile. So if there's cards I'm like, I don't really want those. I want my hand to be better. I can move them over. So, but you'll notice when I buy this card, it immediately goes into my cooldown okay. deck. So I won't be able to see or use this until I've gone through the rest of my deck. So Потратил. I still have 2 gold left over. I could buy another card, but instead what I'm going to do is interact with the treasury here, as I mentioned before. It costs 2 gold to interact with the treasury, and then I get to choose one of my basic cards here to upgrade to a Writ of Coin.
This card would normally provide me 1 gold. The Writ of Coin would provide me Upgrade. 2. So I just made my deck a little bit better. And that's what you're trying to do every turn, is just make your deck a little bit better or apply pressure with the patrons. I really can't do anything else because I have no more gold. I do have 1 power, but I can't interact with anything. But what you will notice is at the end of every turn, when you end your turn, power is converted into prestige. But As we not mentioned gold, before. right? No, gold is not. Power is turned into prestige. Prestige is one of the ways that you win. And there are some additional Сокровищница rules that стоит might 2 prevent голды, your там power можно from doing апгрейдить that. We'll get to that стартовые eventually. карты. So I'm Да, gonna go это ahead я and end тоже my turn. понял. Хорошо. All right. So, for my turn, I've got, well, very similar stuff Сила to what Rob конвертируется had, в престиж в конце but you'll хода. know- oops. Well, I've played 2 treasury cards. They each generated 1 gold. I actually, as the second player, start out with 1 bonus gold. And the reason for this is because it kind of counters the first-person advantage of getting to take a look and first shot at all of the stuff in the tavern. Having that 1 extra gold can be super powerful because you can just afford a bit more. You can potentially, have up to 6 gold to play with on the first turn. Sadly, I don't quite, but that's okay. I don't mind getting a little bit of power and drawing even with Rob on that front. One thing I want to note is you are seeing both of their screens as we go back and forth. Normally during a match you would only see your own, but we're showing you both for the sake of showing off a match. У второго игрока одно бонусное золото на старте. Now Ну, that как I мана. picked that up, Как мана. Ну, понятно. Okay, I've got 5 gold and 1 power. So I'm a little concerned. There is, as Rob called out, a lot of colorist stuff on the board. I'm actually going to purchase this one that I like a bit. It provides with options. It doesn't provide gold by default, but I'm going to pick that one up just to kind of keep Rob from running away with like a colorist combo deck. And then, since I was trying to be smart about it, I had 5 gold. I knew I'd have 2 left over afterwards. I'm going to go ahead and also use the treasury to get rid of one of my basic Ни хрена не понятно. and not fall behind in terms of the gold race. Okay. And I'm going to call it at that for my turn. Так. Oh, and as soon as you purchase a card, you'll see that that's replaced on the tavern. So sometimes if you've got a bunch of gold, you might want to buy something cheap to, open up some options for yourself. All right. Somebody said they see that hourglass there. You just tap on you click on the hourglass when you're ending your turn. Correct. And then it automatically moves to the next person for their turn. Yeah, it's the equivalent of saying, like, if we were playing in real life a card game. Yeah, exactly. Turn over the... One of the cool things, though, is that when you end your turn, it immediately shuffles your next hand to you, which means you can already be planning your next turn while your opponent is playing. You don't have to sit there and wait. Now, you probably want to pay attention to what your opponent is doing. It may adjust your strategy. They may take something that you wanted, but it isn't a complete surprise as soon as your turn comes up. Yep. So 3 more gold. And while you're kind of deciding on what to do with your turn, Rob, somebody was asking if the 90 seconds is for PvE and PvP games, and I believe it is for either one, right? Yes. Although... Not necessarily, because, well... Для окончания хода просто змякаешь на I'll just песочные be часы. mean, but NPCs aren't going to complain if you take too long. Right. So another player is. Тебе тут же мешается новая рука, можно yeah, планировать you've got more следующий time to ход. play, basically, Right. against NPCs. My mistake, for sure. So, I'm also thinking, because we've had discussions about А я там, кстати, ничего не перекрываю. PvP casual versus competitive. Like we've had discussions over time about like what timers should look like. So okay. So we all learned something. Yeah. 4 gold and 1 power this turn to play with. After I used all my cards, you'll notice now my draw pile is empty, which means at the end of this turn, all my cards are going to get shuffled in, and I get a new. All the cards I've just added in will now be playable. So, let's see, more Solaris again. I'm just short of buying this one. Yeah, I mean this is kind of. I already have one of those. This one would remove from the tavern, but I don't think I want to do that. I'm just going to go a little bit harder on Solar. Even though I like St. Pellin, it's not what the game's really giving me right now, so I got to adjust. I'm going to upgrade another. I'm going to do this basically the same. This is the exact same turn that I had last time. Yeah.
So that is all I can do. Once again, I have one Единственное, я power пока не remaining. увидел, I'll end my turn. I'll get a где prestige, типа and my счет. deck will be shuffled into my draw pile. Я вот что не вижу. Cards in your draw pile, he doesn't have them, right? No, our Вот our это draw я что-то piles не are допер unique from пока. each other. Yeah. Right. Okay. Yeah. Yeah, what he's picked up to modify his deck. Как фигуры, грубо говоря, двигать окей. That's the 40 point of надо divergence, набрать right? престижа. Right. We start out the same, and then everything goes from there. Aurelio, it looks like you're about to eat this plant here. I'm just gonna Oh, move it out of the way for you. could use a little more fiber. But, There we go. nothing to appreciate say that. here. The plant probably wouldn't appreciate it. So, yeah, like Rob, I'm gonna just. Right now, it's still early game, so I can pretty easily just play through all my cards. And I've also got. Wow, I think I actually had them like on Они basically virtual выкладываются, mirror matches to закупаются. what Rob had. But this time, Rob's purchase of one of those Keller's cards opened up a card that I really like from the Red Eagle deck. So I'm actually going to pick this up. It's That one is of those. pretty. Oh The yeah, art is really good. yeah. The art is definitely gorgeous. Like the team did an amazing number on some of these. So I'm just going to pick this up because yeah, it's pretty power centric and I like that. But that there goes all my. Типа cash сама values. сумма где? So I'm gonna. Где ее my turn over and, посмотреть? like Rob, now I could draw anything. I will do my best going forward here to pronounce it correctly. I keep saying Celerus. That's just Oh. hardwired into my brain from the first time I ever saw the word. Okay, so this turn is going to get a little more interesting because we're going to see our first combo. So let's see. So what is a combo? Oh, actually, will we get a combo? We will not. Never Okay. mind. I was wrong because I do have two of the same suit, but neither of them has a combo effect. So that's very sad. So let's see. There's my Writ of Coin. So that's the card I upgraded earlier. So I have extra gold, another gold, power, and then I'm not only here's my special effect here. I'm going to get 2 gold, and then I'm going to get to decide. Лошадью ходи. I'm going to get to take 2 of the cards from Так, my draw хорошо. pile and just move them to my cooldown pile, which means I get to skip those cards. So if you have cards that are on the weaker side of things or not really what you want at that time, you can be like, yeah, I just want to move those away, at least for this round. They'll still get reshuffled back into my deck eventually. So I'm going to select both of these, actually, because neither of these is particularly То есть special. ему нужно суммарно So you see набрать they moved 40, over. я вот не понял. Или And that's the на power столе of у this- тебя of Keller's. I said it right. по итогу из тех цифр, It is, которые вот it's a появляются lot у of нас, modifying. нужно It's как раз basically trying ракетник to собрать. Get to the cards you want quicker. Yeah. Both in the tavern and in your deck. So now I have 6 gold and 1 power. So my Карты, purchase которые ты options купил have opened up ранее. here for Ну sure. понятно, все, я понял. Все, я And while понял. you're trying to decide on which Шафлятся card в to деку, и purchase, теперь Rob, он I их just kind of использует. want to go back to kind of the basics of Tales of Tales of Tamriэль. Tales of Суммарно Tribute. по 40 по центру. There's a little plug for one of our podcasts. То есть оно не суммируется So again, the goal here is to get с теми that картонками, которые у тебя есть. То есть blue тебе нужно number in the собрать, middle. You wanna купить get to жирнее, 40. закупаться, Or закупаться, you want all of закупаться. the patrons, which is on И the, когда у well, тебя I guess супер the way жирная you all are рука seeing it, появляется, ты это the все right бум, side of the table сракетник здесь собираешь, pointing суммарно, towards you. So they're all in your и favor. вин. They're Ну all понятно. neutral right now, pointing toward the board. Yep. And this is a deck building game, and each turn is a minute and a half, typically. Yep. But we Up turned that to. timer off. Yeah, Yeah. we turned Yeah. it off for this, just so we have a little bit of time to explain. Пока у них по So- престижу Turns are also 2-2. going to go like faster and faster as the game progresses. Yes. Yes. Yep. Yeah. Yes. All right. Ну, So мы еще, естественно, на Lots of ПТСе things все to это pick here. потестируем, I посмотрим like вообще, both of these cards. They're both- более they're both подробно, Duke что of как, Crows cards, but they do different things. понимать уже, так сказать, The на interesting практике. thing here, though, is if I grab this one, I could still buy another. То есть в Because I целом, could в interact целом with все the ясно. treasury again. Yeah, we'll do that. Oh, wait, that was a contract card. I was not paying Oh. attention. I missed it. All right, it's okay. It's okay. Yep. Because I'm going to Yeah. get another Oh. 2 gold, and I'm going to get to shuffle even more things out of my hand here, my draw pile. I kind of like that Writ of Coin, though, so I'm going to leave that one and just get... Oops, I missed it. I pressed the wrong button. It's okay. It's not the end of the world, actually, on that Миссанул. one. But, let's see. I've still got 4 gold. What to Move do? cards. У некоторых Choices. карт You know, есть I'm gonna get some комбо-эффект. power here and start doing like we need to see this. So I'm gonna use the Duke of Crows. Okay. What this will do, it'll take one of my gold
Надеюсь очень, что ПТС будет переведен. Лесанул металл. Ага. Так. Так. Now you can see I have 6 prestige now because I did that. Now I still made some mistakes there, and I imagine Irene was probably going to punish me on that. So we'll see. Well, we'll see how much I can punish you. I'll certainly try. Was that too mean? No. No. We're competing. For these streams, no. That was very mild. You're good. All right. All right. Okay, so I've got a couple power and a couple gold, and now I'm going to get to pick one of these cards to remove from the board. Ooh. Найтбот меня не любит. Что поделать? You know, I think I'm actually going to remove this this contract action from the board. Okay. And just see what that opens up for me. And then I'm going to... Какое лицо же там что-то понимаешь? Я на геймплей смотрю. То, что мне говорят, я так. But yeah, oh, got 4 money remaining. Oh, you know, I think I need to pick up that Keller's card. Oh no, well, I'm not a fan of that, but oh well, I'll make do. That opened up even more. Вот сейчас вот я вот, например, не понял, каким образом он выбрал карту, если ему голды не хватает. Перевода не хватает. So 4 gold, 2 power, I can pick up one of these Duke of Crows cards. And that's some good gold and power generating if you can combo it, right? That's a key thing there, is that until I get more Duke of Crows cards, this card will doesn't really do that much. So, but there's also... Это в целом немного проще, чем тот же самый Hearthstone. Я, конечно, думал, там карты друг с другом будут долбиться как-то. Нет, тут у него было 4, там было 2, по-моему. If I go over here, I can look at what's currently left in my draw pile. So it's this is not in order though. You don't know which of these cards you would get. So, that's risky. Внимание, может, не обратил. I think I'm just going to go ahead and take this. That is going to leave me with only 1 gold, unfortunately, but... Oh. Let's see. Yeah, I don't actually have an agent right now. What normally happens if you run out of time during your turn? It ends your turn. It's like it clicks the button for you. Oh, wow. No pressure. А где картами бить в лицо противника? Разрушение кабинета картонками. То есть тут немного попроще с этим. Но все равно интересно, слушай, я боялся, что будет какая-то... Типа вообще не странная херня будет какая-то, супер казуальная, что-то такое. Нет, пока интересно, слушай. So I get to toss another card here to like shave my my draw pile down. I'm going to select that one, remove it, and let's go. Орк бить лицо. Куда бить лицо? Still 3 gold. That seems like my best option. Да, берет. Yeah, YOLO it. That's fine. I don't want to toss any of these though. Oof. Can you not? Yes. Anytime you are asked to toss or remove multiple cards, you can do up to that number. Or you can do none at all, which is what I'm going to do here. Nice. Ooh, that's some power generation there that just became available. Поиграть с челиком партию, проиграть ему, опрокинуть стул и кинуться на него с кулаками. Я хотел в процессе бить лицо, но тут нам как таковых лиц вообще не дали. С чистой математикой долбимся, собираем всю хурму. I think I'm going to pick this up just to keep Rob from getting it, because I know how much he likes it. And когда у тебя опция выбросить карты, ты можешь выбрать ничего не выкидывать. And I've got a little bit of extra power. I could just let that convert into prestige to try to catch up to Rob, but I'm not really liking the patron pressure, so I'm actually going to
Вот, и еще немного непонятно с силой патронов. Sadly, leaves me with 1 gold that I can't spend, so that's that. But yeah, Вот, we'll do what we can. что типа герои дают, когда вот они мерцают, и так далее. 7 gold, though. I do. That's a lot. I don't want a contract. Oh man, I get to play with You got Saint options. Pelin. Oh, I could also. Oh my goodness. То есть набираешь Agent. карты So here's the поинтереснее, problem, though. подороже, Yeah, I want to do this agent, but it's so можешь их апгрейдить и так далее, и потом... Because of the 3. because of Kelleris, the Kelleris patron power. Yep. That's why he picked that after I picked Saint Pelin. Делаешь себе Which is вкусняху. funny because this isn't even a Saint Pelin agent. All right. Их можно использовать, я понимаю. Вопрос, что дают просто. Yep. Перевод не хватает. Oh, hold on, let me wait. Okay, now I'll stick with that. I love your Оп, замешал. unsatisfied grunt. I mean, it's fair. You know, I was trying to deny him one thing, and he got another set of options. I'll take my licks when needed. All right. I'm just gonna again keep the ball rolling. And this time, okay. Are you going to get the agent? No, I don't think I'm going to. I'm gonna remove this card. Ну вот, я очень надеюсь, что ПТС переведен будет, мы хоть углубимся в перевод, Oh, I don't want to toss either of these. Those are both great. Oh. и понимание будет намного Keep them both проще. there then. And all right. Yep, Кроме I'm gonna карточной leave игры на myself ПТС ничего не будет? one left over again, but I am building some sweet. Да ладно. No, opening up. Every time you pick up a card from that tavern, you risk what your opponent may be getting. Yep. Yes. Yeah, exactly. Серьезно? I get to do this again. Oh no, I'm not. You know what? I'm going to take a risk on this one. Не, они, смотри, and по времени pull the bit of посчитай. coin out of it. Сейчас около месяца должен быть ПТС, That's for a правильно? future turn. That's not for this turn, but I Со get to следующей do this недели. again. Обычно около This месяца time, ПТСина. oh. Потом у них остается около... Nope, not gonna do it. И у них останется несколько недель на то, чтобы все отшлифовать и выкатить 6 числа на I don't основу. think I got the combo on this one. Nah. So, but I can get closer to a combo with Ну вот this смотри. one. Апрель, пара недель ПТСа, I now have потом 3 еще Saint где-то Pelin пара cards. недель у нас в мае, дополнительно You ПТС, got потому 4 что actually. ПТС у 'cause нас you где-то... start off with Oh, one right, from every right. deck. Three from the tavern, Всё. one. И Everyone там у you нас always уже, start считай, with your set with one basic через card 3 from each. недели уже выход So there's a strategy на to try to основу. collect the same suit, number, or color of cards. Yep. Does it matter if it's the patron that you chose, or is it good А, про practice то, что just to нового в try to главе. collect one color? Ну, там много чего I нового mean, будет. it depends on what's appearing. Yeah. There's definitely, as soon as combos start coming into play, being able to get Дуэль more чисто suits is кулачками. great, but if you just go too hard into one suit, like it Yeah. might not be providing you what you need specifically to win. Yeah, it's also. Ты a lot easier to Мериди counter if уважаешь. somebody has really one thing going for them. That Right. makes sense. So, And again, we expect a typical game to take about 15 or 20 minutes. We Yeah. just Yeah. turned off the timers here while we were explaining at the beginning. So they're intended to be, a little bit faster, just very casual matches that you can play kind of during downtime if you're kind of, I don't know, waiting for your group to get Покажите together or уже как бы something. победу, собственно, за что боремся-то? No more. Стоит ли, Sadly, так only сказать, 2 gold долбежка this свеч? time, but that's okay. Oh, there's 2 9-cost cards up there now. То есть, потому что динамики So, пока... while Arenio goes and does his turn, Rob, can you talk a little bit about some of the things that players get from Динамики winning немножечко matches? не хватает. Sure. Карточной I mean, игре. Let's see. There's a lot of stuff. I know one of the things players will be particularly excited about is Может, transmute доработает I was just потом. gonna say that. Yep. Может, There's двигло не definitely, позволяет, или transmute код, не crystals, знаю. especially if you're playing in the competitive ranks. So yeah, but there's a bunch of cosmetic stuff you can earn as well. То есть There's, немного не хватает furnishings. динамики. We're actually adding a new house Единственная, guest. I'm наверное, not gonna какая-то talk about претензия, who that is yet. ну, по That's a сравнению surprise. с другими ККИ, And, с которыми мы ранее there's a были pet знакомы. that you can earn, as well as, I mean, obviously,
earning decks and cards as well. Не-не-не, я имею в You виду also get, like, анимация sellable items and карт that type of какая-то thing. And I should красивая, point там, out, я when не it comes to знаю, decks and выкладывание их на cards, стол, you're уничтожение earning лица fragments противника, of ну вот decks, at which какая-то point, when you complete the динамика fragment set, поля, you have the whole playable что-то deck. вот But пожмякать, я on не знаю, top of посмотреть that, куда-то. there are То есть динамики cards стола that никакой нет. upgrade cards within that deck. Oh, cool. And То есть все those очень you can плоско, earn, просто there's some special clues that you can find while engaging in other activities без какой-то in дополнительной ESO. интерактивности, Those скажем clues will так. give you hints on how to find special tribute stashes Интерактивность scattered типа out. минимальная. But you don't have to have the upgrade cards to play. You just have to have a completed Да, deck. вот не хватает And все-таки while all чего-то this talking такого, has вот been как going on, I had a pretty Гвинт, excellent ХС. turn, and now I'm going to pull really far ahead of Rob. Oh, man. Yeah, 14 now. Okay. All right. Оно проще в этом плане намного. Let's see. For the furnishings, are some of? Can we expect some of them to be Tales of Tribute themed? Yeah. Maybe. Yes. Yeah. Cool. I don't know That's how a- much we should be spoiling right No, now. no, no. Just that's enough. Yeah, that's a reasonable expectation. We definitely thought that this would be something we totally imagine players will set up their own like personal tournaments inside their houses Oh, and yeah. that sort of thing when they're doing Yeah. this. So yeah, So you can play this in your house. absolutely. Your in-game house. Yeah. I mean, Absolutely. obviously you're in your regular house too, but I mean, you could take your laptop and go play in the park too. You know, that's hey, fine. you do you. Не, может быть, в дальнейшем будут накинуть какие-то апгрейды. Ну, пока пресновато немного выглядит это все. Yeah. Но не So what критично. happens if, let's say, I own High Isle, but Тут you самое главное, don't, чтобы это and было I duel действительно you? Do I even have the интересно. option to duel you, or is it just Ну и like an практично. auto-decline type thing? Sadly not. Yeah, like they both players have to have high isle. Right. The That's, icon just you won't know, even show up. Yeah, that's it. Yeah. Yep. Okay. That's kind of typical of all of our. Как бы, считай, это первая подделка в ТЭСО такого масштаба. I just Такого pulled плана. a card completely. I saw Так you что destroyed a card. Yes. That was Подкрутит you, что-то yeah, еще, so я you думаю. Also, even though he doesn't have В an Нове agent, можно играть. check this out. О, Yeah. I now have. God. See, I'm spoiling this because normally I would be hoping already Hoping that I wouldn't be paying wouldn't attention notice. here. But I just I now have 3 of the patrons' favorite. Отлично, units. тогда So все now ко мне I've в applied хату. that pressure on him. Сюда. So I have to He has to respond activate, now. like I have to do something with a patron, otherwise Rob could just sneak a victory like that. And that will probably У обоих cost him игроков должна быть resources. глава, чтобы можно Oh, было you играть. better believe it. Sadly, I had a very close to starting gold turn there. but, Логично, конечно. let's see. Ну, как бы какой в процент людей купит главу, Would правильно? like to be able to purchase this one, but I can't do that. And oh no, wait, can I? I could, but you'll just get rid of her. Oh, Blair. Oh, actually, never mind. I thought that was an agent. My mistake. Contract. Yep, contract. Как бы не No, получилось I'm так, actually что в gonna do поиске And рандомного I'm gonna игрока have ты one будешь там, я gold не left знаю, over. час I'm gonna be smart about this. I'm gonna get rid of 2 of my starting gold for good, сидеть. and then, oh look, I've got just enough to swing the Duke of Crows back to neutral and avoid the potential loss. В общем, Right на мой there. взгляд, для первой подобной поделки в ТЭСО вполне неплохо, но выглядит пресно, не хватает интерактивности, не хватает So динамичности now поля. see, there's St. Pellen coming into Ну play. и разбитого лица Generating противника, конечно же, не And I'll get to do a хватает. little more hand calling here. Oh, but I like Сидим, долбим цифры, считай. Doesn't По feel факту, собственно, we'll все. leave it. It's okay. То есть геймплей незамысловатый. Yeah, if he even did have an agent, this card is a huge threat. It's only 2 gold to basically remove an agent from your opponent's wow. table. So. Еще один из винкондишенов — иметь расположение всех 4 патронов. Man, more of that from the tavern. Death Legends и это небо и земля. Ну, понятное дело. What's interesting here is I can kind of do a double whammy. Они же не могли Not прям buying any cards. Death Go Legends ahead and hit напрямую Duke of внедрить Crows. Now I have этот код 7 в игру. power. That's all going to become prestige. So now I've got both prestige, a little bit of more prestige pressure and patron pressure on him. Yep, not liking it. Not a fan. All right, well, Who? I want to know while you're going already. Oh, yeah. Oh man, I wish I could run a Twitch poll right now. I just want to know who people are rooting for in chat. Are you Team Rob or are you Стрелка Team вниз, значит, Aurelio? благоволит. Just ask people to post in chat. You could just Sure. there you Yeah. go. Makes it nice and easy. okay. Well, Should I even tell you all what?
they're saying. I'm going to be disappointed if Aurelio doesn't beat me here because he's been living and breathing this game for a long time. But I'll do my best. I'm not. Some of this is luck, though, yeah. So here I'm actually going to toss a card that Вопрос has награды cost все-таки. because I'm planning to activate Red Eagle, and thus I know exactly what I'm going to draw. Здесь меня больше интересует, So потому что now I'm going to draw действительно this задолбался card, там and I проходить knew that I данжи played a Duke какие-то, Across, and I'm еще gonna get to draw что-то. 2 cards when I play this one. Позалипать в картонке, почему бы нет? Are you going for a combo? Oh yeah, that was a Yeah, combo. that was a and, combo. Okay. and I already played a And Red you Eagle, got so now I'm also ano- going to get this You're combo. gonna get another one. So I just Look at got that. 10 prestige 10 this power. turn, and some extra cash monies. Oh, wow. So yeah, I'm living the good life Здесь right никто же now. не заставляет играть, не нравится, не играй. And I'm just afraid that this is going to unlock something useful for Rob, but I'm going to do it anyway. Oh, yep, of course, another Duke of Crows card for him. Yeah. Oh well. Okay. Well, Let's I go. just want you all to know, But- chat was pretty split between the two of you. However, Rich is on Team Aurelio. Sorry, course Rob. he is. Sorry, Rob. Of course he is. All right. Let's see. I did get a little bit of power. Okay. All right. Man. Still no agents in play yet. It's Nope. unfortunate we haven't really been able to show that during this game, but Yep. Награда It's a очень много risk. косметики, Neither of us is мебель. willing to take it so Я far. думаю, пополняться Card будет в does let you draw дальнейшем, more cards, дабы so увеличить let's go. процент Man. желающих That's a поиграть lot в это of во все. that Yep. is a lot of contracts. That is a lot of Что-то of еще agent засунуть punching сюда. contracts. Уникальное. I mean, oof. I feel like I need to keep putting this pressure on here. It's fair. Yeah. Oh, Кто-то в чате Okay, спрашивал о let's мификах за shake победу, down они the сказали hand нет. again. Не, ну это был бы бред, конечно. Мифики these за are not победы. Willing to toss. It seems the like basic, just gold, basic, yeah, basically, basic gold, or even an offsuit card, right? Like if it's Ну, я бы сыграл. something that I'm not playing a lot. Чё бы of. нет. And again, I'm kind of playing all three of these suits right now, and I may be spreading myself too thin in doing it. But it's a lot of what's been available. yeah. So, Считайте, что вот это просто альфа-тест, бета-тест. I mean, I could just burn these. I Заготовка. can't really interact with any more patrons. В дальнейшем But then I'm risking giving Aurelio something fun to play with. не Actually, no, сказали let's- нет. Let's go ahead and do this. I just get 2 power О, out of it. So, ну yeah. тогда это песос. Мифики за выигрыш в картонках. All right. Well, I'm catching on that Жесть. prestige, but still, I- he has considerably more prestige generating capabilities. Будем than I долбиться do в now. подкидного, Well, значит. it depends on how Pelling plays out. yeah. Okay. Oh, You two man. are very good at like countering. Oh, each man. Поэтому other. всяческую косметику и That's also, I think, красоту, one я of the reasons why думаю, this match is наведут going a со little временем. longer. Yep. I'm gonna actually get rid of both of those right now, and see what this opens up. Because I've got some money and okay. Типа Yep, анимации, I'm gonna be динамичные picking up- рубашки oh, no, какие-нибудь, but еще I can't. что-то. He's got 3 favoring him. This is it's risk. Oh no, I can. It's dangerous. Almost caught myself. Okay, but I'll still have a gold left over after this, so I can turn that back. But Я думаю, man. если игра как that концепт could have been зайдет oof, could have been людям, dangerous. то So они dangerous. сделают I'm not упор на getting то, any чтобы combos развить this вот это вот все. While Rob is I'm glad to working hear on that. yeah, right. While Rob's Сделать working on красиво, his turn, I почему бы did just нет? want to remind everybody that during today's stream, we are raising funds for the Gaming for Ukraine campaign hosted by Team Xbox. So if you would Сырая like to хрень. donate towards Это any of the заготовка. charities that we're raising money for today, you can use !charity or !donate in chat. That'll Как bring бы up не a нравится, link не in покупай. chat so that В way чем the проблема? link can be directed over. There's the Oh, big no. old Тебя же никто не turn. заставляет. Okay, and I'm gonna get rid of this because I know you want that armory card, Rob. Generating 5 power a turn would be crazy, and I can't afford it. So Oh no. Я люблю что-то такое, знаешь, типа спокойное, просто вот that doesn't позалипать. generate power. So I'm gonna try and push towards the end right now because Не дрочить там ресурсы нон-стопом или рыбалку, а вот что-то so сел, дечку yeah, actually I could do it разложил, right now. I'm gonna put you in check, Rob. сидишь, There you go. кайфуешь. Yep, 41. Putting you in Wow. check. Опа, Yeah. 41. There's no way Wow. that I'm going to be generating that amount of prestige with this particular So it's hand not in an- one turn. It's not an automatic win once he gets 40. Easy It's win. Like you you still have a go- chance. It triggers the end of Yeah. the game, Yeah. and so it's Yeah, he gets incumbent one upon shot. me to either match or exceed Yeah. his Yeah. total, and it goes back and forth until А он же either выиграл. A, Yeah. someone can't match or exceed, or if someone hits 80, that's it. Yep. Yeah, Okay. you hit 80, you're done. Yeah.
There is one other thing that could come up, which is the patron victory. If you get the patron victory, you still win instantly. So if I just went to like 41 and Это предрелизный показ, и не flip the заготовка. patrons, he would win right there before it Так got и так back не to my купи. turn. Ну и не купи ты, елки-палки, Well, молодец, не unfortunately, купи, this хорошо. is gonna be the end for me. The best I can do is just earn При достижении 40 есть шанс у more, противника догнать. А. Yeah, it's gonna be short, but congrats, Yeah. Aurelio. Good Good match. game. Nice job. GG. Good match. GG. And It- again, it w- normally matches don't last as long as it did with Rob and Aurelio playing Yeah. against each other because they did take a lot of time at the beginning Okay. to kind of explain how it worked and kind of walk everybody through. But typically, they're probably at least half that amount of time, right? Yeah, and we Yeah. hope that all the information was helpful, all the talking through their strategies Okay. and information on the cards. Yeah. You also asked earlier about RNG. Yes, При победе absolutely. There's патронами random elements in this game. Part of the skill of the инставим. game is being able to manage that risk. Короче. And make the best, take the risks where you can. There's a Yep. song about that. Все, я так понимаю, да? And all that, Yeah. yeah. Yeah, we'll have to get you to sing that one eventually. Not this stream. Not on though. the stream. Not the. Okay. Oh, see, ending with that statues. That's great. Yep. That's your trophy. Congrats. Oh yeah. So once you win, I see on the screen, well, We did. on this screen over here, it says victory. At that point, do Я both тоже of you всё collect купил. rewards, or is it only the person who Yep. wins? So in Возможность well, отвлечься we в played with a ТЕСО friendly на что-то match, so there wouldn't be стороннее rewards for и just that. разнообразить свой геймплей, For abuse. But, like, say we почему бы нет? matchmade or went through the activity finder to play, we would both collect rewards. Это как вариант. Winner Почему бы и collects нет? more, of course, but yeah, you get something for winning and you get something for. Все новое это не сразу We плохо, call that понимаешь? losing here. Wow. On the Во всяком If случае, you тебя can say it, it's okay. It's a participation prize. Yes. That's a nice way of saying it. See, Rob, Тебя you же никто не participated. заставляет, правильно? I participated very hard. You You tried. did. Yeah. Anybody who has young parents knows about that. Ну, типа, не нравится, не играй. В чем проблема-то? Alrighty. Well, Спутники тоже не всем понравились сразу. I know we had Ну и чё? a lot of questions about again how the game works. Как обновление какое-то, народ сразу «фу, говно». Just kind of the anatomy of the game board and just kind of basics, and you could look out for a lot of those. Тебе типа дают возможность. Ну, пользуйся Additionally, просто. we do have a lot of preview content that is coming out today from press and from content creators. Срай хрень. Я сказал, что концептуально это выглядит как заготовка, да. Она выглядит просто не так динамично, как мы привыкли видеть. Как мы привыкли видеть эти профильные ККИ по типу Magic Gathering, Hearthstone, Gwent и так далее. Если они сейчас увидят, что игруха это заходит, и люди играют, и им нравится, они ее будут апгрейдить. Сейчас они попробовали и вот сделали то, что вот сейчас есть. Такая же фигня с Fallout 76 была. Поначалу люди попробовали. Получилось не очень. Но потом же через какое-то время апгрейдили это все дело и так далее. So don't forget also to pre-purchase High Isle. That is launching in June and will come with Tales of Tribute that you saw today. Yep, and we mentioned this earlier in the previous video, but Но вот PTS is starting on меня Tuesday, немножечко so in just a few days, напряг so you'll be момент. able to check out High Isle and Tales of Tribute, the new Fallout trial. 69 дно, я в него ща играю. So you'll be able to jump Меня in немножечко there, смутил момент по поводу мификов за выигрыши. Вот это вот уже немножко попахивает байтом на то, чтобы ты не просто купил главу, да, там, и занялся лоцированием, а дрочил в картонке еще. С другой стороны, кто мешает тебе поиграть с другом и попросить друга, чтобы он проиграл специально? Как это будет засчитываться? Награду награду за победы с рандомами тебе будут засчитывать? Или с друзьями тоже? Типа, если друзья будут поддаваться. В понедельник ПТС. Ну, как я и говорил, ждем в понедельник ПТС. Тед, спасибо большое, что переводил сегодня. В понедельник ПТС, в общем,
Смотрим это уже воочию. Чё, как? Thank you so much, everybody, for tuning in. Thank you, everybody who donated towards our charities for the Gaming for Ukraine campaign. Yes, thank you. Thank you to Rob Thank you, and Aurelio for joining us. Right back at you. Yeah, if I could say also thank you to Yeah. the team. Absolutely. That's Oh. been working their butts off Yes. trying. Абсолютно. Понятно. В общем, понедельник посмотрим. Не знаю, мне понравилось в целом. Это что-то новое, это что-то интересное. Это то, чего еще не было реально. Это интересная механика. Ну да, выглядит она не так пестро, как, вот, как я уже говорил. По твоей логике, господи, а что ты вот... По твоей логике, Сиродил, уже должен быть завоеван, и там сражение уже между звездными кораблями, а последний, господи, обновление — это Валендранг и куча багов с херовой оптимизацией. Чего? Еще раз, по твоей логике, Сиродил уже должен быть завоеван, и там сражение уже на межзвездных кораблях, окей. Последним обновлением это Валендранг и куча багов с херовой оптимизацией. Причем тут моя логика? Вообще о чем? Короче, в понедельник у нас ПТСина. Посмотрим. Там они закончили? Ага. Значит, в понедельник ПТСина. Я не знаю, во сколько ее подрубят. Может быть, подрубят... Ну, блин, я надеюсь, что пораньше подрубят. Но, вероятнее всего, подрубят часам к 10 только по Москве, как оно обычно бывает. Это тут в понедельник. Часам к 10 по Москве. Посмотрим, что там будет. Добавят ли только картонки? Или добавят уже полноценно область, которую можно будет посмотреть, поизучать? Потому что ранее до этого добавляли полноценно область. Что это? Кто это? Вот, добавляли полноценно область, которую можно будет поковырять. Да, а вот по поводу того, что будут какие-то супер сеты, не знаю, сеты, костюмы, мифики и прочее за картонки, это уже вот именно байт на то, чтобы ты 100% купил главу и сидел еще разбирался во всем вот в этом вот добре. Да, немного попахивает принудиловкой. Ну, посмотрим, ребят, как это будет дальше. Хизе, разберемся. Опа. Что такое? Во. Ага. Вот, поэтому я надеюсь, что у нас будет возможность пощупать непосредственно область, посмотреть сеты. Я очень надеюсь на то, что ПТС будет переведен. Прям... Вот единственный, наверное, нюанс, может быть. Давай, Тед, спасибо тебе большое. Покедова. Спасибо за перевод. Вот, я, в общем, очень надеюсь, что перевод будет ПТСины, потому что надо разобраться в картонках до конца. Чё как, потому что, может быть, это действительно... Это на них смотреть было не особо интересно, потому что что-то трещали дофига. Давай, Уцу, покеда. Давай. Я тоже сейчас буду оффать, типа подытожу сейчас. Что в целом неплохо. Неплохо. Попробовать, поиграть, почему бы нет. Может быть, даже оно... Может быть, оно смотрится не очень. А вот именно в процессе, может быть, ты даже втянешься. Чё бы нет. Чё бы нет.
Плюс опять-таки, всяческие награды разнообразные, которые смогут они со временем дополнить чем-то. Посмотрим. Посмотрим новые мифики, если будут. Вот. Новые крафтовые сеты, сеты области. В общем, информация вся будет завтра. Ребят, буду держать в курсе, во сколько там его подрубят. Стрим... Ой, не завтра, господи, в понедельник. Стрим, естественно, я, наверное, начну часиков 7. Ну и, собственно, с 7 часов и до момента, как запустят ПТС, будем сидеть. Будем сидеть. Как-то так. Вот, на сегодня тогда все. В принципе, понравилось. Ничего плохого не увидел в картонках. Как бы позалипать с подписоты в какой-нибудь таверне, потом кидаться кружками друг друга. Чё бы нет. Вот. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Что у нас за пятница? Сегодня уже пятница. Может быть, будет стрим, может, не будет. Не знаю, я подумаю. Я подумаю. В воскресенье точно будет стрим по какой-нибудь игрухе. Пока не знаю по какой. Все зависит от настроения. Я подумаю. Все, Ребзи, я ушел. Всем спасибо. Аривидорчи.